Здрасте. В который раз здрасте. Второй стримчик за сегодня. Что я хочу? Я хочу выполнить квесты, которые у меня сейчас есть, потому что они меня бесят. Эти квесты в Лиуэ. Я думаю, мы сейчас... Я уже здесь... Ой, не то. Выбрал квест. Дарю мой стих этому городу. Насколько я помню, это чувак, который стоял... вот здесь Ваншу, да, вот, постоял двор Ваншу, и он вот здесь у берега стоял, и такой, типа, мне нужно вдохновение Лиуэ. И отправил нас в Лиуэ, чтобы мы нашли какие-то места такие красивые-красивые. Буп. Вот, поэтому давайте выполним, тем более тут... Сколько здесь людей? Давай пойдем поговорим с ними. Давай. Так, я вас выключаю. Эшли, привет, пишет Риви. Ну да, она же, видите, забыл. Неплохо, неплохо. Что неплохо? Путешественница, в городе ведь такое дело случилось, так? Неплохо, что потом беспорядка большого не было. А самое главное, что рестораны все открыты. А то где бы я все свои любимые блюда ел? Девочка, спасибо. Так ты про еду. Не стоит недооценивать еду. Самый простой способ понять, хорош город или плох, это попробовать местную еду. На самом деле, я соглашусь. Потому что еда это прям, наверное, не только душа людей, но и душа места. Когда ты приходишь в заведение, оно может быть сколько угодно красивым, но если там будет отвратительная еда, место говяное. А если ты придешь в какую-нибудь забегаловку, где будет просто лавочка и стоять чувак готовить, не знаю, в казане что-то, и оно будет потрясающе вкусно, это будет шикарное место. Я согласен с этим пухляшом. Так. От этих разговоров ей захотелось. Пойду еще поем. Давай. Так, вот. Легенда уже прошел в Монде уже? Ну, как сказать. Это ты меня пристыдил, да? Смотри, я прошел Кли, я прошел Джин, я прошел Венти. У нас осталось Мона, а потом уже Джун Ли. Привет, скопет темп стримов по Геншину пошел. Я не успеваю посмотреть реплей. Что сегодня по плану, когда сюжеты Надзумы? Сюжеты Надзумы был утром. Ты его проспал благополучно. Тенра, привет. Кстати, я еще немножко подшаманил звук. Звук должен быть прям хорош. Хорош прям. Вы должны почувствовать прям звук. Спасибо за подарочек. Флай. Еще Альбедо с Монда. Не, у меня такого нету. В смысле? Задание легенд. Я вот Монт прошел, остался один Монт. Потом вот уже пошел это Инадзума. Это, я так понимаю... Ой, Инадзума. Лиуэ. Это Инадзума. Подожди, она же Лиуэшная. И я так понимаю, они не по порядку этих локаций. Да? Нахида. Ну, как будто бы да. Хотя вроде бы да, вроде по порядку. Я не понимаю. Так их можно не по порядку проходить. Я хочу по порядку. Да, хочется уже Монт закончить, если ты удовольствие растягиваешь. Нет, я же Монт... В смысле, ты хочешь, чтобы я прошел Мону? Ну, давайте пройдем Мону без проблем. Короче, смотрите, какой план? Я хочу закрыть вот эти дурацкие квесты. Ну вот, по возможности, не считая, вот, допустим, Фонтейн, не считая Инадзуму, это мы потом туда пойдем в любом случае. Ну вот, у меня тут раз, два... Священные горы. Так, впервые оказались в долине... Да. Вот это мы закончим. Вот это жертвоприношение. Найдите барьер. Киккай. Вы получили оберег. Теперь вы можете разрушить соответствующий барьер. Это и в Инадзуме же, да? Это в Инадзуме. Окей. Да, тут написано. Что я туплю? Все окей. Так вот, план такой. Доброго дня, здравствуйте.
Ой, я эти задания легенд забросил в дальний ящик. Почему, Ривит? Зачем? Инзума только с райда начинается. Понял. Они по порядку релиза и сюжета. Вот. Все по порядку. Значит, окей. Они по мере выхода персов. Окей. Монт Ливе и Надзума Сумеру Фонтейн. Альбедо после Ганьки, он манштатский, они идут в порядке релиза. Понял? Доброго дня, здрасте. Так, все. Дедуля Феньер. Это же пес, который жидит свою эту... Мы недавно с ним квест проходили, он по мосту мы делали. Чем больше слушаю, тем меньше понимаю. В чем дело? О, путешественница. В чайном доме, вот, это его дом. Хэйюй, новые оперы. Но эти оперы шумно-то, оно шумно. Но я что-то ничего не понимаю, а молодежи нравится. Что вы думаете? Как бы это, я бы лучше старые оперы послушал. Уже привык за столько лет. Но сейчас ведь весь Лиуэ меняется. Пожалуй, пара новых опер не помешает. Пара новых опер. Ну что ж, уж быстро все это. Давно старых опер не было. Даже не знаю, «Властелин». Нет, не стоит об этом. Дед скучает по прошлому. Все никак не может отпустить. Санечка, приветики. Дедуля, ну... Ой, опять в канаву. Вылазь. Так, нам куда? Да, я был прав, это именно тот чувак. Память меня еще не подводит. Я не такой дедуля, как этот, поэтому все хорошо. Я попью кофе. Кофейко. Так, мы идем туда. Вниз же, не? Да. Он прям внизу стоял у причала. Я не пойду по навигатору, я пойду вот так. Вон он, да. Помню его, помню. Он в стихах разговаривает, сейчас это будет жесть. Как дела? Все нормально. Привет, как ты? КВ2, привет. Все нормально, как ты? У меня все как всегда. Цинчжоу. Есть ли плоды? Изрядно. Ах, изрядно, извольте рассказать. У южного причала много собак. Ах, прелестно, очень живописно. У хижины Бубу много зябликов. Зяблики, ах, как живописно, как лирично. Некоторым лишь бы пожрать. Так прямолинейно. Что-то она отошла от своей манеры повествования. Тоже прекрасно. Еда – первейшее дело, особенно в Лиуэ. Есть в этом своя прелесть. Я запишу, однажды пригодится. Кто-то думает, что все меняется слишком быстро. Да, это вполне естественно. Действительно, ныне в Лиуэ большие перемены, и некоторые из них не нравятся и мне. Однако эта тема необъятна, боюсь одним стихом не охватить, но я все же запишу. Довольно этого, я рад, что попросил вас о помощи. Пожалуй, в следующем сборнике увидим несколько новых стихов. Ах да, кроме земных благ примите и небольшой личный подарок. Когда выйдет мой сборник стихов, вы сможете обменять эту подпись на книгу. Спасибо. Я 42 ранг. Китайцы скоро захватят твой ПК. Почему? Почему? Зачем? Зачем нужен мой ПК? Так. Подпись, оставленный Цинчжоу поэтом из Лиуэ. Говорят, эту подпись можно обменять на совершенно новый сборник стихов Цинчжоу в книжном магазине Вэньхэнь. Можем сейчас? Конечно, никто не знает, когда он допишет сборник, но эту подпись можно считать сувенир. Обидно, алло. А можно я обменяю все-таки? У нас скоро будет стримчик по чтению сюжета, мы почитали бы стихи. Это было бы, конечно, отвратительно в моем исполнении, но вам не приходится выбирать. Так, Джей. Так вот, что в чатике происходит? Приветик, также наоборот больше слушаю, тем меньше понимаю. Особенно на шестой паре, понял. Там такое прикольное задание. Альбедо проходит на хребте, а хребет релизнулся после Лью. Ну да, понятно. Так, отлично, Шныч, как же ранка ты ответил. Па-па-па. У всех персонажей именно китайские. Цин даже сам согласился. Да нет, в Инозуме японский. В Снежной, людей из Снежной у них там вообще на русском.
Смотрите. Вот это. Тайна скалистых затворов Цисин. Это мы идем в разлом, это мы отказываемся. Деревня Цяонин. Лиуэ. Отправляйтесь в деревню Цяонин. Впервые оказавшись в долине Чэньюй, вы встречаете адепта Фудзинь, который просит вас провести расследование и выяснить, почему в долине нарушено равновесие воды и почвы. Я такого не помню, но мы пойдем. Это большой квест, да? Давайте я его выполню. Машина, остановись. Я его выполню и не буду дальше там ничего брать. Просто чтобы он у нас пропал. Давай пункт на стримах по лору, чтение и описание персонажей диалогов. Да, надо. У меня 30 ранг. Ну, ты меня быстро догонишь. Кстати, Тенра, что последнее читал из книг? Этот сборник Хиличурлов, наверное, оно. Примерно так. Так, Гоберт НГ праздничный стрим просмотром трейлеров. Ну, не знаю. Меня забанят везде. Веришь ли ты в Бога и в какого? Нет, не верю, я атеист. Так. Голубые это всегда большие квесты. Стоп. Что значит голубые? То есть мне сейчас так просто его не отдадут, да? Значит, мы выполняем вот эти квесты. Так. Перевал. Давайте в него пойдем. Тоже много примагемов дают. Вряд ли он короткий. Тендра, привет, как дела? Сашка, привет. Все нормально, как твои дела? За трейлеры не банят, их все смотрят, да? Ну, не знаю. Посмотрим. Не знаю, мне кажется, это скучно просто. Тем более, все, кроме меня, скорее всего, их уже видели. Что такое? Закатка? Былись? 4. О, загадка. Фантик, привет! Спасибо за подарочек. И что мы сделали? Тут еще должно быть? Вижу, да, есть такое. Окей, сейчас полетим, вон туда. Так, давайте, пока мы тут балуемся, я сейчас включу вас, чтобы вас слышать. Так мы же ждем твою реакцию на них, это же база. Я не знаю, Натали Феловой говорит, я так не люблю классные, такое. Но спойлеров можешь хватануть. Нет, тогда нет, все. Лучше посмотреть пока трейлеры персов из пройденных регионов. Понял. Так, здесь что? Эндрюс говорит долина Чэньюй, обалденный регион Лиюэ, но он граничит с Фонтейном, не про спойлере. Фантик говорит, я сегодня выиграла 27 монет. Специально для тебя, Кисмарк. Мне не надо, не отправляй ничего, я тебя забаню, не дури. Блин, мне тут нужно геоконструкцию. А если я поставлю свою томото сюда? Это будет работать? Да куда ты встал, Ло? Фантик, спасибо. Алло. Мне брать ГГ? Блин, ее же надо еще и переделывать. Скажите, можно как-то по-другому сделать? Квадратных крушитель говорит, у них озвучка звучит. Квадратных крушитель говорит собака Ауртердекс Краслейтин Кросс Квадратных 2 крушитель Кразертердекс Кросс Магия. Еплай говорит, зайчик Эмбер будет работать. Так, ну-ка, давайте сделаем быстро вот так. Выбить. Еще не выбил. Дани Ярши Марденаов говорит, ее можно толкать. Кто-нибудь зайдите, мы быстренько пройдем, и я вас говорит, кикну. аура у меня тоже. Фантик Буквально говорит, секундочку. я же любя. Не надо. Спасибо Зеро большое за говорит, подарочек. Тенра, Тенрушка, Теннуша. Да, шо, здрасте. Эндрюс говорит, Зайдите Тому кто-нибудь. тоже геоконструкция, но она в воздухе висит, не поможет. Беда получается. Есть кто человек свободный? Просто встаньте. Я не хочу идти в... Там еще вон еще один.
Я не хочу идти далеко, чтобы потом переделывать ГГ. У меня же других нету, кто делает геоконструкции, правильно? Нойзи Факс говорит Тенра, да поставь на кнопку кролика Эмбер. Еплай говорит Кролика Эмбер, Эмбер? возьми ее, куклама ждет маленькие плитов нажимать. Эмбер? Квадратных крушитель говорит, а когда будет сервер в Дискорде? Он есть. Кто-то говорит, здрасте, как ваши дела? Здрасте. Все Зеро нормально. говорит, Как я твои дела? скачал себе стулкер Аба. «Чистое небо», поздравь меня. Я поздравляю тебя. Оба-баба, не то. Вот это. Ладно, тогда, раз вы все засранцы не хотите ко мне... Не хотите со мной дружить, ну и ладно. Так. Фишель. Эмбер такая, мне так она не нравится. Нойзи Факс говорит, да-да, Эмбер. Ее кролик на ишке. А я могу выбирать? Ладно. Хе-хе. Дани Ярши Марденаов говорит барон Зайчик и Гоба. Е! Квадратных Спасибо, крушитель чат. говорит Чилкрафт, оно того сломался, или не? Нет, я его Эндрюс говорит, закрыл я бы сервер. зашел, но я на кухне, жрат готовлю. Понял. Что готовишь? Расскажи, поделись. Так, где там было? Вон он. Риви говорит, просто все коллективно решили переложить ответственность на других. Да не Зеро говори. говорит, мне кот вчера чуть ногу не отгрыз. Ну, Джиджи котику говорит, виднее. Привет. Как с тобой поступить? Логично? Логично. Нойзи Факс говорит, сочувствую со сталкером «Чистое небо», точка самая богованая из частей. Удачи в прохождении, точка 10 софтлоков из 10. Ну что ты Квадратный человека крушитель говорит огорчаешь? в Клод Мани. Где он? Куда ты бьешь? В лицо ему бей. Короче. Все, ты мне надоел. Какие они Зеро плотные, говорит, эти а маги если бездны. я скачаю себе Геншин на ноут, мой тапок потянет. Эндрюс говорит, Не мясной знаю. пирог из фарша в луховочке с яйцами, адыгейским сыром и моцареллой. Ничего себе, а можно к тебе в Зеро гости? говорит, Ты а что? если я скачаю себе Геншин на ноут, мой тапок потянет. Я не знаю. Что тут у вас? Зеро Многоуровневая говорит, вы не защита? тот знак. Так, Бэхи. Ой, я поджег. Артем Пища Еще говорит, есть? какой у тебя РП. 42-й. Квадратных крушитель говорит. Я не понимаю, я стал слабее или что происходит? Как будто бы они долго умирают, не? Чувствуется так. Так, здесь я поджег. Вон там я вижу заметку, какую-то табличку. Что это такое? Исследовать. Здесь вырезаны слова. Они уносят меня в горы, помогите. Это точно наши ученые? Мы же еще ученую искали. Скорее в горы. Сашок говорит, какой сервер. Европа. Сервер Европа. Так, вижу штучку. Эшли говорит, уровень мира же повысился, вот, и медленнее умирают они. Это так работает? Типа каждый уровень мира просто... Я что-то не верю тебе. Так, а где еще кристалл? На Талифелове говорит, один из скрытых квестов нашел. Сашок говорит, а ранг? Подожди, я что сказал? Если ты сервер. 42-й. Эмбера, ты можешь сломать? Так, подожди. Сахароза. Понял. Только физические атаки. Тамо-то может. Кто это сделал? Это я сделал? Эндрюс говорит, уровень мобов посмотри, он вырос с последнего возвышения мира. Не Эшли падай. говорит, Сашок говорит, попробуй Спасибо. двуручное оружие. Я понимаю, просто... Достал. Говорит, там наверху сак бездны. Так, я не могу, Говорит маг звездочка.
А, я не могу, да? Ладно. Она же быстро пропадает, эта фиг. Да, она пропала. Уйди, отстань от меня. Отстань от меня! Пес какой. Ага. Отстань. Спасибо, Риви. А, вот он. Пес. Фантик говорит, ладно, пока-пока. Давай, пока-пока. Спасибо, что зашла. Не бег. Ой, он опять упал. Так, здесь я ничего не вижу, что можно поджечь. Да? Да. Окей, мы тогда идем дальше. Сашка говорит, Теннер, Вон вижу. ты открыл Инадзуму. Да. Мы там уже квесты проходим. Фанчик, спасибо. Так, Эшли говорит, 70 уровень мобов у тебя на магах. видел. Был 69-й, один уровень всего поменялся. Так, где еще я не вижу? Хе-хе-хе. Попадет? Ну он дала, а в тебя? Нет, не... А подожди, баллистика была? Давай повыше кину. Вот так. Ой, а походу реально, ну давай. Сашка говорит, с открытой Инадзумой О, можно собрать зажег. цветочки на теории Серьезно? и наконец прокачать ее. У лучников есть баллистика? Не знал. Я думал, у них типа стрельнул Эндрюс вперед и говорит, так у все. них уровни от региона к региону разные. Тоже верно. Цветок изгнанника. Так вот. Эмбер, ты сегодня такая полезная, ты прям молодец. Эмбер старается. Одобряю. Так, поехали. Ой. А я не долетаю. Эндрюс говорит, я тебе про баллистику лука говорил еще 5 стримов тому назад. Прости, пожалуйста. Эндрюс, прости, пожалуйста. Прости. Я бываю иногда засранцем, я не виноват. Так, я видел здесь печать. Ба-ба-ба. Так вот. А что такое? Что за трубы? Это откуда трубы? Эшли говорит, Вава, сам признался, что засранец. Ну, иногда-то бывает со Еплай всеми. говорит, это Тенра, он часто игнорит, что ему говорят. Да я же в процессе, ну как, я же не Назифакс могу на говорит, все не сразу просто баллистика, отвлекаться. снаряд Вы даже мне не это... диспавнится. Есть куча роликов, где игроки стреляют в небо в одном месте, потом тэпшотся через полкарты и снаряд прилетает в бочку в лагере чурлов с неба. Серьезно? Эшли говорит, фиксируем и записываем. Это очень круто. Так, Эндрюс говорит, в этих трубах будет задание Легенд Чайлда. все, не надо, не спойлери. А обычные патроны работают? Нет. Я так понимаю, сейчас вот эта штука откроется. Ты что, обиделся? Бум! Еплай говорит, да кстати можете в коопе с кем-нибудь заморочиться разными стихиями стрелять. Так. Хорошая превьюшка может получиться. Куда? Эндрюс говорит, возле дерева вроде клад есть, откопай. Подожди. Ты чё, спортсмен? Может быть, сейчас я вот эту открою, и она спустится вниз? Пойдем. Иди сюда. Ай. Да, окей. Риви говорит, а когда я старался тебе помочь, ты говорил, что я засранка. Так ты засранка. Артем говорит, как такую озвучку сделать. Это моя озвучка, прости. Ну, я ее сам писал, я потом ее выложу. Можно будет ее приобрести. Я сейчас работаю над тем, чтобы получить лицензию разработчика в Steam и там выложить это приложение. Но до этого еще нужно дожить, потому что... Ой, ну ладно, давай так. Артем говорит, так у всех на стриме такое. Нет, не у всех. Такое не у всех.
На Телефелове говорит клад вроде по квесту. Артем говорит, просто не могу найти где. О, есть другие озвучки. Ты можешь Тикфинити скачать, это для ТикТока именно. Она будет тебе с ТикТока сообщение озвучивать. Так. Риви говорит, я не засранка, я пытаюсь тебе помочь, ты. Ну ты хорошка, Ривин, ты иногда Артем прям хорошка говорит, такая, прям видимо, мне умничка. просто недоступно. Не, ты можешь скачать Тикфинити. Если ты в ТикТок стримишь, то Тикфинити качай, и у тебя проблем не будет. Говорит, они на японском базарят? Да, у меня японская озвучка. Нойзи Так. Факс говорит кошерно. Кошерно. Нравится. Нравится. Катя говорит, А чё подойди мне? назад к дереву. Там клад. Какому дереву? Риви Вон того? говорит, ты определись, Н. Не, ну ты же можешь быть и хорошкой, и засранкой, как бы одно другому не мешает. Хорошая такая Эндрюс засранка. говорит, сколько у тебя уже печати ГИА? Не знаю. Би? Па-па-па-па-па. Па-па-па-па. Эшли говорит, а я хорошка. Ты... Звездочка включила милую лисью мордочку, звездочка. Так не работает. Говорит, как так они у меня на инглиш базариты. Ну, надо в настройках поменять на японский. Огнестрельные яйца, говорит, под деревом 3 сантиметра, вниз там клад с вами. Огнестрельные яйца. Ангел говорит, я в раю Зачем? лордли краинг фейс граинг А хат. где? Эндрюс говорит, в мешочке. В мешочке? Вот в этом? Риви Вот. говорит, ничего не понятно, но 217. очень интересно. А я что-то за них покупал вроде. Любитель чая говорит, печати в конце. Все. Никис Ой, говорит, тут дядька почему стоит. меня нету там клад под деревом. Вон он. Нойзи Факс говорит, собака. Может, ты его уже Эндрюс говорил получил? слова назад Собрал? Про то, что дуэлянт 2 изи. Я даже не знал, что там... Ой, а у меня по Эмбер 3 здесь раза как бы, убивать да? с разными условиями. Точка, какая же это душная жека. Огнестрельные яйца, говорит, 3 сантиметра под деревом, там название пакета целый. Так, подожди, ничего не Джей понятно говорит, пока. какой ранг? 42-й. Эшли говорит, так чавась. Я ж хорошая хорошка, правда. Ну ты засран, ты это... Кукис говорит, там Хитрая клад. засранка хорошка, чуть-чуть иногда. Эндрюс говорит, Найзи, Записывай. познай нашу боль. Сейчас, подожди, я сейчас не понимаю, о чем вы говорите, потому что... 3 сантиметра. Огнестрельные Что? яйца, говорит, нас в Эмбер ММО убили, подбили. за что? Она же и так Джей бесполезная. говорит, на какой сервер? Грининг Фейс Виссуэк. Спасите, сервер Европа. Так, а я могу во время боя поменять? Не, подожди. Л, нельзя. Ой, надо вот этого, а то он сейчас... Уйди. Вот сюда. Добей Нойзи вот Факс этого. говорит, я еще и дуэлянта один не долал, точка, просто тихо точилок. Сейчас я отлечу. Только Джей не Дейч тебя. говорит, можно будет поиграть с вами. Со мной, да, я иногда открываю Эндрюс кол. говорит, дуэлянт одну, как по мне, сложнее, куда сложнее. Так, что мы съедим? Нкис говорит, какой ранг. 42-й. Все. У Эмбер, наверное, мало хп, поэтому... Смерч говорит, здорово. Привет. Смерч говорит, как дела. Все нормально, как твои? Рассеивай щит этому засранцу. Смерч говорит, как жизнь и настроение. Все хорошо. Нойзи Факс говорит, черепаха просто бред, точка, убиваешь на части в воздухе, а чудо не дают, точка, типа отразила. Сашка говорит, что думаешь о том, чтоб качнуть теорию. Я пока не могу, у нее ресурсы в локации, которые я не открыл. А я не хожу в локации вне Вика сюжета. говорит, отвлекся врагов куклой Эмбер. Кис говорит, Америка, сервер есть ААК. У меня нет. MHRF ЦУС говорит, какой любимый персонаж. Чивори. Правда, она сейчас померла? Ба-ба-ба. Сейчас я отъеду, сейчас я так отъеду. Эндрюс говорит, когда щит на черепахе, если ее бьешь вблизи, то она отражает урон, а это нельзя допускать. Нойзи Факс говорит, так час к ожиданию. Смерч говорит, как тебе Ланян перс скоро появится. Я не видел. Сейчас у меня дыхия последняя осталась. Можно восстановить? Спасибо. Так, можно теперь Би.
И мне надо покормить... Что это такое? Любитель чая говорит, ты, конечно, явный фанат Дарк Саулса. 20-уровневым персонажем бить 70-уровневым моба. Ну, извините, по-другому никак. Так. Риви говорит, хоть персов. Ай, плохо. Юг. Место пусто говорит, не так, а не мой щит не снять, нужен другой элемент. Так, мы сейчас отхилим, главное, вот этих. Остальное не важно. О, у меня нет хилок? Жесть. О, у меня, кстати, есть на защиту. Давайте сидим. Эндрюс вот. говорит, черепаху чуть ли не через пол-арены доможить нужно, а то и больше. Так, иди сюда, ты можешь подойти Место поближе? пусто говорит, Не для у края. разбивки. Иди сюда. JDH говорит, бери гидра в отряд лучше. Кис говорит, блин, мой друг открыл Америки, Акк у нее 59 ранг, у меня 55, из-за нее я забросил. Акк на 60 в Азии. Капец. Ячел говорит, о, какой ранг? 42-й. JDH говорит, Тихо, собака, тихо. Ячел 42. Элли говорит, нужен водный элемент, чтобы сломать щит. Водный, почему? Место пусто говорит, на статы сожри его. А, у него это огонь. MHR FC говорит, Телепортируется. Риже из Инадзумы. Да. Но у нее еще часть из... как его называют? Я забыл. Не Фонтейн, а Цумеру, если я не ошибаюсь. Мисс Краулинг говорит, привет, Епта. Привет, не ругайся. Папа. Упал. Пес. Я тебя столько Кис бил. говорит, я из-за нее бросил аккаунт на Европе на 60 ранг. Да, я услышал. Эшли говорит, малыш Тенра, 42 уровня малышня. Слышишь ты, малявка. Натали Фелови говорит, Фонтейн. Фонтейн. Элли Фонтейн? говорит, возьми Барбару, чтобы сломать щит. Да, я не могу сейчас Мерч Барбару взять, я говорит, же в бою. 5.3. Версию Всё, Марвел будешь крутить. В версии Майоки будет... Ну, наверное. Я буду крутить, кто будет. Мне как Сенка бы без говорит, разницы. привет. Привет. Эндрюс говорит, на Изи, если хочешь ачивки на дуэлянт, советую в самые лоу миры наведаться. Так, давайте мы сразу поменяем. Во-первых, Барбару возьмем. Во-первых, она хилер. Сенка говорит, Самое можно тебе главное. с честно помочь. С чем? Мне пока помогать не надо. У меня пока все норм. Пока что все норм. Я сегодня уже на Кис предыдущем говорит, стриме деды открывал есть. мир. Деды нет. Я вот пытаюсь выбить. Нойзи Факс говорит, прорвемся. Так, Эшли Сахарозу говорит, от хиль. малявки слышу Тенра. да. Любитель чая говорит, ты Рассказывай. лучше уровни мира не поднимай, пока персонажей не прокачаешь. А я ж тогда... У меня будет Смерч награды говорит, маленькие. Янлан, посмотри, перс норм. Янлан? Кис У меня говорит, такого мне нету. выпал невилет. Поздравляю. Это ты молодец. Так вот, здесь мы, получается, все собрали. Нам нужно вон там осмотреть местность. Барбара, а ты, если я просто буду... Нет, не будешь. Окей. Ладно. Плыви. Вот. Сейчас мы доберемся, посмотрим, что там случилось с этой ученой. И пойдем дальше. Нам же еще вот эту штуку надо поломать. Кстати, камень заново реснулся, вот, который мы здесь ломали. Давай его в дальнюю. Элли Игра говорит, так я не могу думает. помочь прокачать персонажей, чтобы вам легче было. Не-не, не надо, не надо. Эшли говорит, то, что ты дедулька, Спасибо. уже непоправимо. А в душе, как я малявка, Оп! сам вчера говорил тьфу. Любитель чая говорит, за тебя пока просто только дехи 60-го, а мобы уже на 70 том. Не-не, у меня же Сахароза говорит, сколько 70-я. Смотрите. 40-я Чиори, Дехи 60-я, Барбара 70-я, Сахароза 70-я. Это вот мой отряд. Ну и Фишель, она тоже 70-я. Если не считать Эндрюс Чиори, говорит, то все был бы у норм. тебя Байджу, ты бы не знал таких проблем, лучший хиллер в игре. Байджу? Я вроде первый раз слышу про такого, не знаю. Ну, Место пока пусто Барбара. говорит, Барбара меня эти полностью камни устраивает быстро как хил. исправятся. Отстань. Нойзи Отстань. Факс говорит, прокачай сегодня книгу на Сахароске.
А я могу? Давай попробуем. Элли говорит, Тиари желательно прокачать до 60/70 уровня. Кис говорит, сколько лек. Я не знаю. Вот у меня есть Чиори, Дехия, Эшли Барбара, говорит, у меня все Сахароза, 70 в отряде, Кишель, а Часка 80. Путешественница, Нахида, Линет, Хейдзо, Эндрюс Дори, говорит, ты встречал Шинобу, Байджу. Яо-Яо, В сюжетке Льюэ, Мона. чел со змеей на шее. Ой, видел, да. Наэль, Гора, Кея, Но Кая, Зифакс говорит, сегодня Розария, воскресенье. Все Рарон, рейсы доступны для Сара, Сетас, Лиза, Эфарар говорит, какой Калей, ранг. 42-й, Дозатор Кандакия, говорит, где БТС. Синью, Синцу, Шевриос, Тома, Яньфэй, Сянлин, Эмбер и Камин. На Талифелове Вот. говорит Сянку и Синцу прокачать. Они с Сахарозой отличная, и Тиари к ним норм. Да? Ну да, давайте мы это Адамчик говорит, потом привет. обсудим. Привет. А где призрак? Элли говорит, у вас 4 лиги. Все, значит, вот 4. Ладно, давайте. Найдем... вон он, вижу. JDH говорит, у вас голос классный. Спасибо большое. А можно я окно закрою? Что-то холодно. Так, все, я здесь. Кис говорит, когда начал играть. Начал играть я 3 месяца назад. Скоро будет вот 3. Вроде уже 3 месяц. Есть до конца. Эндрюс говорит, забавный факт. Байджу представили в сюжете в версии 1.1, а сам перс вышел в 3.6. Прикольно. Все, идем дальше. Так, найдите пропавшего ученого. Да, пацаны, вас так говорит, привет, много. Мишель Привет. Эфарар говорит, ребят, 8 лет норм для 54 ранга. Ну, вроде звучит Рилли неплохо. говорит, ты с открытым окном сидишь в такой дубак. Я его сверху Кайфом, чуть-чуть наверное, открывал. сидеть. Нет, я открыл, чтобы проветрить, Элли а то говорит, душно прям собака, было. Эфарар, да. Адамчик говорит, я играю год и 6 месяцев вроде. Ого. Кей говорит, Заяя. Что такое за яй? Нойзи Факс говорит, нет. Не норм, удаляй и начинай заново. Эбеликрин говорит, собака, Эфарар, да. Так. Я Кей вижу еще говорит, один зайка. камушек. Для чего камушек? Куда сувать? Покажите дырочку. Мкис говорит, я тоже играю год на Американ. А зачем Эндрюс говорит, камушек? приятного мне аппетита. Приятного Пирог тебе готов. аппетита, да. Кей Чуть-чуть говорит, завидно. котик мой. Так. Вот тут. Я не вижу, куда совать. Мне кажется, это Любитель вон с чая того. говорит, они восстанавливаются, так что ты всегда их видеть будешь. Окей. Мне надо чувством стихии что-то поискать. Элли говорит, этот камень, который появляется, нужно сломать и принести к монументу. Да, я знаю, но мы просто там уже Эфарар открыли. говорит, я играю за 2021 года, но за перерывами. М. Марек говорит, Эх, простите, ох, сколько вас много, у тебя пацаны. такой горячий голос. Вы чего? Спасибо. Где кто? Лукари, умри. Кей говорит, можно я поработаю ручками. Какими ручками? Куда? Так, тихо, не шалите в чате углу. Тут дети. Адамчик говорит... Ну посмотрите, ну какая Сахароза кайфовая, я не могу. Она прям Кей умничка. говорит, я R0, T1, K0M уже не могу. Так, я тебя сейчас забаню. Понимаешь? Кис говорит, Так. Европа. Европа. Махим Стронганапа говорит, дети в подвале. Я буду банить, вы чё? Успокойтесь. Так. А я для чего все это? О! Здесь девчонка сидит. Это она, мы... Вот, мы ее нашли. Это же та ученая. Открыть. Алрани. Спасибо вам. Я уже с жизнью попрощалась. Похитители сокровищ все время следовали за мной. У меня как раз наметился сдвиг в исследовании этих руин. Я думала, будет просто шикарно, если я вернусь вместе с закрытым тут сокровищем.
Не успел я подготовиться, как в мой лагерь вломились похитители сокровищ, связали меня и принесли сюда. Они постоянно спрашивали, где клад, и угрожали меня убить, если я им этого не скажу. Но я-то понимала, что если укажу им точное место, то они тут же меня прирежут. Эх, говорила ведь мне Сарая, что археологу должен быть важнее научный интерес, а не это золото. Но средств на исследования у меня почти никаких, только на бумагу для статей хватает. Дорогу и все остальное мне приходится оплачивать самой. Ума не приложу, как Сарае удается столько времени оставаться в Лиюэ одной. Только вспомню, как много забраковали ее статей, так сразу накатывает усталость. Что ты будешь дальше делать? А что тут делать? Материалы исследования я уже собрала, а сокровище, пускай оно будет вашим. Запутанный ход мыслей, который привел меня к сокровищу, я, пожалуй, озвучивать не стану, но она закрыта под огромным золотым деревом посреди перевала Линдзю. Огромное золотое дерево посреди перевала Линдзю. Сразу отправляйся за ним, если хотите. Я напишу, как его найти, чтобы вы не забыли. Я передохну немного, схожу за вещами в лагерь и побегу отсюда подальше, пока похитители сокровищ снова не вернулись. Так, все. Ты спамишь. Блок. Па-па-па. Вот бы Сарая была на моей наставницей. Все нормально, мать. Главное, выжила. Остальное не важно. Так. Па-па-па. А куда мы идем? А вон туда я вижу. Так, я вас обратно включаю. Ну что? Украинский самурай говорит привет. Привет. Закатник Пустоту нужен. говорит, а можно в мир. В мир нельзя, я пока квест Натали прохожу. говорит, какой ранг. 42-й. Dark Knight говорит, что это за место. Это- Можно на карте показать. Да, конечно. Вот, Любитель перевал чая говорит, Линдзю. ура, мы можем говорить. Это Натали Филови ненадолго. говорит к дереву за сокровищем. Вот это золотое дерево она называет. Лурусик говорит, я Я же листала, подобрал. подумала, что это ютубер Марля. Подумала бы, что это он, но его в армию забрали недавно. И я не Марля. Нойзи Факс говорит, не забудь про книгу Сахарка, дубль 2. Да, сейчас. Dark Knight говорит, Давайте спасибо. сразу посмотрим. Не туда. Эндрюс говорит, Вот она сюда. как Ба-ба-ба. раз Йоби про клад у дерева рассказала сейчас. Так я ж там Простото был. говорит, у меня 43. Сахароза. Улян говорит, да. Оружие. Алих Хуричани Улучшить. говорит, в чем веселье в Геншин Импакт. Интересно, квесты Натали Фелови проходить. говорит, там выкопать нужно. У меня нету... Элли говорит, советую прокачать Я же оружие утром всю персонажа. смолу слил. Лурусик говорит, голос как у Марли, Простите. прям фейс фирфрул фейс. Окей. Элли говорит, и прокачать артефакты. Лурусик говорит, Я простите. всю смолу слил. Что такое? Ничего, я не знаю, кто это, прости. Натали говорит, Европа. Да. Любитель чая говорит, у меня Хейза первого уровня, но зато Си6. Это что там такое? Простото говорит, А. купи смолу. Купить? Говорит собака, Олег Хуричания, проходить интересно. Это очень. золотое дерево, вы про это говорите? Копать. О, Димар говорит, Топер, спасибо стоит за ли подарочек. скачать? стоит, конечно, попробовать стоит. Если не понравится, не играй, но очень интересно, если будешь читать все Элли говорит, квесты, да. прям кайф. Так, все Олег получается. Хуричания говорит, ну в чем прикол Геншин Пакт? А, Улян в говорит, сюжете. «Е». Для Усер меня в говорит, сюжете. где находится. Где находится? Вот в самом центре. Перевал. Вот Лиюэ, и вот перевал. Прям в Нойзи центре. Факс говорит, ты нашел сокровище. Я понял. Так, ну что, дамы и господа, мы идем дальше по квесту, а именно не то. Нойзи Факс говорит, его можно будет юфилиру в Лиюэ загнать. Понял. Димр говорит, на телефоне удобно играть. Все, не знаю, я на телефоне не играю.
Эндрюс говорит, в Геншине очень классный лор, и последние сюжетки, ну, очень классные. Угу. Давайте тогда Любитель пойдем чая проходить. говорит, мультиплеер сегодня будет. Он уже был, сегодня больше не будет. Куда мы идем? Мы идем вот сюда. Мы идем в Сказал, задание говорит, легенд нажми на Мона. карту, и там возле смолы плюс, и там покушаешь. Нет, там же это не то будет слеживать. Ой, подожди, это лиюэшный квест? Или он начинается здесь? Так, я вас выключаю, сейчас будет квест. Сейчас будет квест. Ой, какой красивый вид, вы что, гоните? А это что, самая красивая точка, чтобы посмотреть Лиюэ? Ну, посмотрите, кайф же. Можно я сделаю... Кого? Сахарозу на фоне. Давайте мы сделаем превьюшку сразу, пока тут такой кадр. Я вот так вот сделаю, вот так, вот так. Мы чуть-чуть подвинем. Сейчас такую превьюшку забабахаем. Так, тихо. Сейчас она будет как раз у нее анимация. Давай. Давай, мать. Давай. Ладно, я выцеплю что-нибудь из этого. Все. Вот так. Возвращаем вот это и погнали. Так, не ходи. Мона. Кстати, Мону я выбил. Ну, наконец-то. Извините, я в чат смотрел. Какая она? Мои предсказания сбылись, как обычно. Да, пойдем за мной. Пойдем. Эй, прости, разве нам не нужно... Какая ты надменная. Вы же не из этого мира, так? Откуда она все знает? Откуда вы знаете? Откуда? Я профессиональный астролог. Если у вас нет ко мне других вопросов, то нам пора отправляться. У нас к тебе куча вопросов. Хорошо. Я постараюсь быть терпеливее и все объяснить. Я астролог Мона. Минигустус. Забывать чужие имена я считаю грубейшей невежливостью, поэтому разрешаю называть меня просто Мона. Я ищу кое-какую шкатулку здесь, в Манштате. Это ж Лиюэ, мать ты чё? По поручению своей наставницы. Эта шкатулка была частью спора между мной и ею, ее подругой 50 лет назад. Но сейчас она уже стара и с трудом двигается, поэтому ей пришлось доверить это поручение мне. А какое отношение эта шкатулка имеет к нам? Для чего мы тебе нужны? Для того, чтобы справиться со стражем этой шкатулки. Моя наставница и ее подруга всю жизнь боролись за первенство в эзотерических науках, но никто не стал победителем. Раздобыв эту шкатулку, я смогу доказать, что я сильнее моей наставницы. Значит, ты просто хочешь доказать свои силы. В общем, хочешь, чтобы тебя признали. Доказать силы. Между прочим, я хочу доказать силу и статус астрологии. Всем привет. Но благодаря своим предсказаниям я узнала, что подруга моей наставницы покинула Манштат и оставила свою ученицу охранять шкатулку. Наверняка эта ученица тоже превзошла свою наставницу, как и я. Поэтому я должна быть осторожна. Мне нужно было увеличить свои шансы на победу. Хорошенько подумав, я вспомнила о тебе. Но я ничего не понимаю в астрологии. Как ты могла вспомнить обо мне? Знания, которые мне передала моя наставница, должны передаваться дальше. Если я проведу встречу своего собственного ученика, если я навстречу приведу своего собственного ученика, это будет означать, что я профессиональнее нее. А ты герой Манштата, почти мне ровня, поэтому... Когда это стало твоим учеником? Ну уже, тебя никто не просит становиться моим учеником, просто притворись и все. Ты не пожалеешь, если пойдешь со мной. В этом есть кое-что и для тебя. Обмен опытом с учеником позволит мне точнее предсказать твою судьбу. Я смогу видеть дальше даже самое далекое и туманное будущее. У меня появятся ответы на твои вопросы о родных и богах. Тогда нам... Ой, меня сейчас опять молния убьет.
Нам не нужно будет обыскивать каждый город. Так намного быстрее. Хорошие условия. Ну что ж, придется подыграть. Мудрейшее решение. Пойдем. Но перед тем, как отправляться навстречу, я хочу кое-куда заглянуть. Куда? Что говорят звезды этого мира? Новая глава. Так. Недалеко от гор Тяньхэн есть небольшой постоялый двор. Не знаю, почему дела у них идут не слишком хорошо. Еда-то у них вкусная. В этот раз хозяин был очень приветлив со мной и и перед тем, как уйти, я хотела лично с ним попрощаться. Так вот, что там пишут в чатике? Кайнджус, привет. Marvel Rivals прикольная. Очень хотел попасть, но я спал после суток, понял. Marvel Rivals мне зашла, несмотря на то, что я не очень люблю подобные игры, типа... Блин, забыл. Как называется... От Blizzard. Прикиньте. О, фоточка. Как называется от Blizzard подобная игра? Блин, забыл. Все, старый стал, память подводит. На О? Нет? Overwatch, точно, спасибо. Вот. О, красиво. Overwatch. Вот. Обычно я такие игры не очень люблю, а тут прям прикольно покатал. Было интересно, было весело, забавно, но виснет она как не в себя, просто как тварь последняя. Поэтому я, конечно, пострадал немножко. Ой, а давайте мы забежим к статуе. Так, меня пытаются убить. Overwatch, да, все верно. Вот, поэтому, я думаю, сегодня, может, вечерком еще покатаю. Посмотрим, как получится. Так. Кстати, созвездие Моны спойлерят сюжет куба. Что? Лишний раз не читать? Но я созвездие на самом деле еще никого не читал толком. Так. Поклониться. Сколько у меня есть? Отдать все. О, прокачали. 223. Здоров, привет. Can I see the artifact? Что? Делюк, please. У меня нету делюка. Кто есть еще из легендарок? У меня 4 легендарки, как мне сказали. Играешь за... Что, Ниови? У меня такого нету вроде бы как. Я не уверен. Так, мы идем по квесту. Все, не отвлекаемся. Понял, принял. Советую поиграть. Она же бесплатная, скачай. Может, у тебя беда с интернетом. Просто у меня быстро такие игры качаются. Ну, в общем, если есть возможность, попробуй. Оно прям того стоит. Побегать несколько каток. Плюс катки достаточно быстрые. Это не как там в сессионках типа Dota CS, где ты можешь часами играть. Там все быстрее. И это радует на самом деле. Не устаешь от катки. Мастер Джу. Неудивительно, что у гостиницы в таком месте нет клиентов. Мона, ты как раз вовремя. Скажи, по дороге сюда тебе не попадалось никакое нефритовое кольцо? Нефритовое кольцо? Нет, такого мы не видели. Ох, плохи мои дела. Это кольцо — подарок моей матери. Вот что... я вот отвернулся на секунду, и его поглотил слайм. Что? Доверьте это Моне. Ее астрология мигом... Ни в коем случае. К силе звезд можно взывать только, чтобы разглядеть истину или наблюдать судьбу. Астрология не для таких обыденных вещей. Но разве ты не говорила, что хозяин этой гостиницы всегда был очень добр к тебе? Это вопрос духовности и чести. Если астролог будет считать, что с помощью астрологии можно решить все проблемы, то очень скоро силы космоса покинут его. Его предсказания перестанут направлять, а взгляд больше не сможет пронзить туман грядущего. Принципы есть принципы. Обладать такими способностями и не зарабатывать этим — какая жалость. Если вы согласитесь помочь, то я не пожалею расстаться с 20 тысячами моры. 20 тысячами? Ты в порядке?
Ничего. Я просто подумала, как же повезет тому, кто найдет это кольцо. 20 тысяч моры не за просто так. А как же вопрос чести астролога? Да само собой, но все же, учитывая, что дела с гостиницей идут плохо, должно быть это и впрямь дорогое кольцо, раз хозяин готов заплатить за него такую сумму. Просто так уйти некрасиво. Мы должны помочь, возможно, у нас получится справиться и без помощи звезд. Только не говори, чтобы мы... Тейнра, я поручаю это задание тебе. Это будет твоим первым поручением от твоего наставника. Ничего не поделать. Если кольцо поглотил слайм, то мы могли бы собрать всех слаймов по округе с помощью элементальной приманки. Ты ведь помнишь? Такая приманка, которую мы... Что? Такая приманка, которую мы помогали делать для Делюка. И Пайман таскала немножко приманки в своем мешке все это время. Молчи на Пайман. Лучше Паймана напарника не бывает, правда? Похоже, у вас есть план. Ага, мы мигом вернемся. Давай. Нивелет. А она у меня есть? Я не помню. Действие элементальной приманки довольно сильное. Она может привлечь слайма со всей округи. А я помню, да, в самом начале мы проходили. Но боюсь, что слаймы в большом количестве могут быть опасны, поэтому нужно хорошо подготовиться. Кстати, да, спасибо, что напомнила. Давайте мы сразу тогда вот сюда добавим. У меня нет еды. А есть костер? Есть костер. Так, давайте пока включу. У моей сестры лег больше, хотя у меня времени в игре 6к+, ничего себе. А у сестры 3. Везет, значит, ей. Везучая сестренка. Так, вот это хочу. Да? Да. На самом деле, масштабские оладушки, они прям топ. Предлагаю их и сделать. Говорит Даб. Кстати, сколько уже стримов ты лис не убивал? Не Утром знаю. Трогал. А то я спала тогда. Не трогал, я не такой. Получите все. Сыр. Так, теперь Би. Мы берем быстрая смена. Кирору говорит, что до этого делал. А мы там столько всего интересного сделали, а ты все пропустила. Сохранить изменения. Подтвердить. Так, понял. Сначала нужно... Отдай. Ай, какие условности, блин. Подтвердить. Все. Теперь. Я же добавил тебя. Почему игра меня булит? Быстрая смена. Вот сюда. Вот это. Подтвердить. Закрыть. Спасибо. Что-то говорит, задаю вопросик к НГ-60. Кто ваш любимый перс в Геншине? Вот. На данный момент. Чиори. Кирлив Топ. говорит, где-то первые 2 или 3 стрима Тенра говорил, что лисичек трогать не будет. Кирору говорит, я вот тебе канбанва написала. Камбанва. И Здрасте. поспаль. Эндрюс говорит, столько таких интересных побочек Льюи сделали. Жизнь. Ну, как сказать. Плей говорит, здорово. Игра бесконечная. Привет. Но у нее Фрейм есть не вроде говорит, конечный второй сюжет. стрим Это открытый зарос, да. мир, но конечный сюжет у нее есть. Хотя его еще пишут, и выйдет новая обнова, и будет еще сюжет. Одарите слаймы, заберите кольцо. Ну, давайте. Пацаны, все, давайте кольцо, и я пойду. Сейчас по-любому еще припрутся. Ну да. Будем по одному одолевать, потому что огненного, не бей огненного. Мать, ну что с тобой не так? Еплей говорит, Очень конечный трудно. сюжет есть. Но еще минимум 2-го года будет писаться. Ну вот. Я меньше понимаю, чем люди в чатике. Ой, как вас много. Еще и морозит. Натали Филови говорит, а что в сухпайок на воскрешение не ставишь? Нет. А что Туда надо? сразу 2 можно. А я ж когда нажимаю на Кирилл персонажа, у меня говорит, пока сразу нет открывается. конечного. Тут снежную не в 25-м году выпустят. Бесконечная на все века будет. Не, ну Эшли говорит, сюжет так, просто добавляется в десятки контент. мои, не попадайтесь ему на глаза, а то этот Есть, живодер нашли. вас своими кошачьими лапками побьет. Вообще неправда. Вот оно, то самое кольцо. Красивое. Пайман уверена, что
за него можно получить много денег. О, Пайман ничего такого не задумала. Давай скорее вернем кольцо мистеру Джу. Давай, Пайман. Руки на стол, оло. Пайман, засранка мелкая. Ай-яй-яй, Пайман Джу. Она же... Я думал, она за мной летит. Была бы беда. Вот оно, колечко. Я уже боялся, что никогда больше его не увижу. Вам правда удалось его найти? Спасибо. Мистер Джу, вам следует внимательно следить за своими вещами. В следующий раз судьба может быть не столь благосклонна. Да, вы правы. Я бы не мог без стыда взглянуть в глаза своей семье. Это ведь уже... Что? 253-е кольцо, которое дарит мне мама? Вы, наверное, неправильно меня поняли. Наша семья владеет 3 нефритовыми шахтами. И для того, чтобы я поскорее нашел себе невесту, моя мать подготовила огромное количество украшений. Бедолага. Как же тебя жалко. Наверное, их там больше 500. Тогда зачем вы решили открыть гостиницу в таком месте? Ну, унаследовав слишком рано семейный бизнес, мне стало очень скучно. В общем, я вам премного благодарен. Вот ваши обещанные 20 тысяч моры. Что вы? Я приму эту награду с большим удовольствием. Даже Пайман так не может. Но ведь всю работу сделали мы. Ученикам положено вести себя достойно, а не присваивать заслуги своего наставника. А твои ученики всего лишь понарошку. Ладно, не будем дерзить. Наверное, ты права. Ты что, Тенра? Мы же согласились только на то, что подыграем. Именно поэтому вам необходимо начинать привыкать к этой роли. Если я не переоцениваю своего соперника, то она раскусит вас в 2 счета. Что это за урчание? Простите, наверное, ты не ела уже несколько дней. Я забыл, что у тебя не было... да. У меня не было проблем. Да, забыли. Так, я внезапно поняла, что мои любимые ученики очень хорошо справились со своим заданием, поэтому на эти деньги я угощу вас чем-нибудь вкусненьким. К северу отсюда есть постоялый двор Ваншу. Я слышала, там восхитительно готовят. Идемте вместе попробуем. И не нужно меня благодарить, я всего лишь хороший и добрый наставник. Она сказала, что угостит нас едой. Я не ослышалась? Так, давай пойдем за ней, не благодари. Она такая хорошая, твои мысли вслух. Давай пойдем за ней, за вкусной едой. За ней, за вкусной едой. Так. Туда. Ой, не то. Так вот. Пошли сундуки, еще минимум 3 года буду выпускать. Слушки, понял. Представить хотел. Подставить. Я же не виноват. Она же сама могла это. Ну, посмотрим, короткометражки уже есть клевые. Еще 20к потратить на еду. Так, не спойлерите. Спойлерить нельзя. Вот Мона... Ой, кого-то убила. Мона мне с самого начала не нравилась, и она мне все еще не нравится. Засранка еще та. А чё я просто не пульнулся вниз? Чё я как дурачок иду? Мне прям в самый низ идти? Есть чувство, что мне идти прям в самый низ. Точка была же в другом месте, оло. Я только заметил. Садись. Если Мона угощает, значит, можно заказать все, что угодно? Конечно, ведь я самый щедрый наставник. Только при условии, что вы сидите все до конца. Переводить еду плохо. Пайман все сожрет. Чего желаете, господа? Шарики с креветки, вегетарианские мидии, крабовый тофу, свиной суп с бамбуком.
Ну, такое все. Ну, ладно. Шарики с креветками. Большие сочные креветки в шариках из картофеля, покрытые золотой обжаренной корочкой. Великолепный выбор. Тебе под дождем нормально? Так. Я так понимаю, мы все закажем. Название говорит само за себя. Мидии, сделанные из растительных ингредиентов, но на вкус совершенно как настоящие. Крабовый тофу. Тофу очень простой продукт, но если приготовить его с крабовой икрой, то нельзя не понять, что они просто созданы друг для друга. Крабовый тофу – одно из фирменных блюд нашего заведения. Да. Свиной суп с бамбуком. Это любимое блюдо наших постоянных клиентов. Из ростков бамбука, маринованного мяса и ветчины получается суп с очень богатым вкусом. Полейте парой ложек этого супа вкусный рис, и гарантирую, вы не уйдете разочарованными. Я закажу все. Все? Нас ведь всего 3. 2,5 человек. Разве это не перебор? Ты неправильно посчитала, Пайман. К тому же я еще даже не заказала. Дайте мне рыбу-белку, острую курицу и на пару, и суп из украшений. Хорошо? Что-нибудь еще? Я хочу спросить, насколько выйдет текущий заказ? Примерно 20 тысяч моры, мадам. Тогда принесите мне чашку лапши без ничего. Ее стало жалко немножко. Хорошо, чашку лапши, пожалуйста, ожидайте. Ваш же заказ будет готов очень быстро. Еда уже на столе, вместе с Пайман вы наслаждаетесь пиршеством. Пока мы кушали, я все думала. Почему она заказала только чашку лапши? Может, потому что у нее больше нет денег? Я все слышала. Я ведь сказала, что угощаю, и это деньги тут ни при чем. Все мысли астролога должны быть направлены на изучение звезд, и ему нельзя отвлекаться на повседневные мелочи. Особенно на Мору, которую так переоценивают. Это одновременно низко и... Дайте ей какие-нибудь объедки поесть. И опасно. Не есть еду, которую мы заказали, тоже вопрос чести астролога? Пайман не понимает. Мне кажется, неправильно, что кушаем только мы. Сейчас мы тоже покажем, как умеем готовить. Точно! Жди нас здесь! Сейчас мы и приготовим. Значит, ты кушаешь только еду, которая не была куплена за Мором, так? Давай попросим владельца постоялого двора одолжить нам кухню. Давай. А еще все время это мигала эта штука. Буп. Да не ешь, спустись. Так, задаю вопросик. Кто я ответил? Пайман за 3 ест. Правильно. Кинар, спасибо. Пайман хоть и маленькая, но жрет за 3, поэтому можно считать ее как за 1,5 человека. Так, сейчас скажу, у меня просто загрузка была, язык поменять. Окей. Так. Чисто я. Так, мы, который ходит с миллионом Моры. У меня нет. Я все деньги потратил, у меня денег нету. Когда 3 раза что отравлялась супчиком, потому что немножко кисленьким был, но и жаль выкидывать. Фу, такое себе. Я бы не стал есть такой суп. Здравствуйте, чем могу быть полезен? Не могли бы вы одолжить нам кухню на время? Мой друг хочет отведать особое блюдо. Да, конечно. Можете воспользоваться нашей кухней, но только готовьте из собственных продуктов. Рискну предположить, что вы, должно быть, очень хорошо готовите. Алло, я спас твой бизнес. Конечно, я все готовлю идеально. Ха-ха.
Тогда вы очень талантливые, но все же у меня есть одно предложение. Судя по вашему виду, вы не из этих краев. Раз уж вы оказались в Лиюэ, почему бы вам не попробовать приготовить что-нибудь из местной кухни? У меня тут есть один рецепт золотистого краба. Это классическое блюдо кухни Юэ. Блюдо из краба приготовлено по древнему рецепту. Мясо краба обваливают в муке и пускают в кипящее масло, а затем быстро обжаривают на сковороде вместе с имбирем и чесноком. Поданный на стол краб словно купается в золоте. Золотистый краб? Звучит новый рецепт ради Моны. Звучит сложновато. Золотистый краб, Тенра, золотистый краб! Да, я поняла, золотистый краб. Хе-хе, тогда пойдем готовить. С твоим талантом готовки ты мигом выучишь этот рецепт. Конечно. Так, Би. Ща мы такое блюдо сделаем. Мона с ума сойдет. Пойдемте. Не понял, мы же на кухню идем, не? Куда? Мону золотистым крабом. В смысле? Он у меня есть уже? Спасибо за подарочек. ННЗ. Так. Спасибо за подарки. Спасибо. Коштантан. Так. ТикТок не пропускает сообщения. Если тебя это бесит, ты можешь просто перейти на ютубчик или на Twitch, где тебе удобней. Просто пишешь Тенра в поиск, и я буду там. Тенра, могу предложить тебе еще одну интересную игру. Пока нет, потом да. Ага. Пока нет. Золотистый краб. Мне сказали, что какой-то краб. Он же должен выглядеть как краб, который купается в золоте, не? Я же не готовил ничего. Почему игра меня обманывает? Ох. Золотистый краб есть, оказывается. Видать, я где-то его выбивал. Ладно, пойдемте так кормить Мону. Скажем, что я это приготовил, а не у меня это лежит уже несколько недель в рюкзаке. Кто ваш любимый персонаж Генши на данный момент? Я же ответил тебе уже несколько раз. Зачем ты спамишь? Это Чиори. Спасибо за подарочек, Кирару. Не нужно тратить на меня ваши силы, но я вовсе немножко не голодна, но это совсем не важно. Давайте все три отдадим, пусть поест. Этот запах, это... закуска в твоей лапше. Ваш особый заказ, мадам? Ого, это невероятно! Так, очевидно, что эта моя ученица вложила в это блюдо много сил и свою душу, поэтому мне придется с большой тяжестью на сердце принять это угощение. Не-не, оно в рюкзаке валялось, я не знаю, как оно у меня появилось. Я не готовил. Привет, всем привет. Как же вкусно! Это самое вкусное, что я ел за последнее время. То есть, я ни за что бы не догадалась, насколько талантливая окажется моя ученица. Твой наставник доволен. Главное, что ты наелась. Кухня Лиюэ впрямь заслуживает всей той похвалы, что я о ней слышала. Думаю, это стоило всей той моры, которую... Нет, я не имела это в виду. Теперь, когда мы наелись и напились, пора выдвигаться в путь. Если мы пойдем отсюда на север, то достигнем каменных врат, за которыми начинается Манштадт. Какие же тайны мироздания откроются нам в этом месте? Хи-хи. Жду с нетерпением. Очень интересный факт. Чиори чаще всего выбирают C6, но реже всего выбивают в общем. Да, мне уже кто-то об этом говорил. Не спам, пожалуйста. А если Пайман схавает быстрее Моны? Так, Ова, ты не против? Я заберу твой закатник. Извини, мне надо. Так, куда мне надо? Угу. Каких персонажей хочешь получить? Да, в принципе, никаких. Просто кручу, когда крутится, и все. У меня Чиори есть, и мне уже все норм. Все, собрался на север.
Я да. Поговорите с Моной по... Фуф, это был тяжелый путь, но все же мы добрались до границы Манштата. А постигать бескрайние тайны Вселенной оказалось нелегкой задачей. А Пайман все еще ни капельки не устала. Это потому, что ты летаешь. Да, и астрологи не кажутся такими крутыми, как я думала. А это потому, что ты навыдумала себе небылиц про астрологию. Эй, ребята! Вы тоже устроили здесь привал? А вы кто? А, мы с братьями обычные торговцы возвращаемся в Манштат после удачной сделки в Лиюэ. Вы выглядите очень уставшими. Наша телега скоро доберется сюда. Что скажете на предложение поехать вместе с нами? Сколько нас? Окей. Тогда пойдем. Мы можем поболтать по дороге. Нам не нужна ваша помощь. А теперь разойдитесь. Мисс, что-то не так? Не нужно притворяться, господин разбойник. Я сразу подумал, что они засранцы. Вы обманом заманиваете уставших путников к себе, грабите их и потом бросаете в каком-нибудь архонтами забытом месте. Разве я не права? Что вы такое говорите, девушка? Мы пришли просто поболтать с вами, а вы обливаете нас грязью. Не хочешь на телегу? Ну и не надо, чокнутая. Что? Хочешь, чтобы я сейчас же перечислила... Что? Пересчитала, какие из ваших вещей были украдены? А если вы будете уклоняться, мы пригласим сюда всех людей, которых вы обокрали. Пусть они подтвердят каждое мое слово. Если я ошибусь, то лично заплачу каждому из вас по 20 тысяч моры. А если окажусь права, то уже сегодня вы будете ужинать тюремной похлебкой в темнице Лиюэ. Ну что скажете? Если вы честные торговцы, то вам нечего скрывать. Ты сама напросилась, девчонка. Не знаю, как ты обо всем догадалась, но ты не сможешь никому рассказать, если тебя не станет. Вы ее не тронете. Это всего лишь кучка жалких разбойников. Вы сказали, что астрологи не кажутся такими крутыми. Что ж, пришло время показать, на что способен ваш наставник. Ну давай. Ты умеешь в лужицу превращаться, это я знаю. Вот так вот. Ой, ну, знаете, боевка у нее прям такая прикольная. Я даже переключаться не буду, просто хочу побить ее немножко. Тихо. Что произошло? Ой, они душатся? Прикольно. Еще пацаны появились. Ладно, Мона хоть мне и визуально не нравится, но боевка у нее приятная. Не спрашивайте, почему мне не нравится Мона визуально. Ну как, я смогла удовлетворить ваши ожидания? Твои боевые навыки бесподобны. Это всего лишь основа астрологии. У лжи нет шансов устоять перед истиной и судьбой, что диктуют звезды. Конечно, рассмотреть все детали их преступлений заняло бы какое-то время, но общую картину я вижу сразу. Однако, где-то ты все-таки ошиблась. Это потому, что движение звезд Тайвата может поведать только об истине и судьбе этого мира. Все, что касается вас, туман, сквозь который я не могу видеть, даже я. Именно поэтому я хочу встретиться с тем учеником. Надеюсь, что, объединив наши знания, мы сможем разглядеть вашу судьбу. Жду с нетерпением. В любом случае, в конце этого путешествия ты не пожалеешь. Хорошо, хватит отдыхать. Давайте соберемся силами и наконец дойдем до Манштата. Эх, вот бы у нас сейчас была телега. Ты же сказала, что совсем не устала. Ее кьюшка очень полезная. Я понимаю. Я так понимаю, это стан. Они все душатся, они просто висят в воздухе и все.
Фокс об этом говорил. Согласен. Когда будете проходить бездну? Я думаю, сейчас мы пройдем этот квест, пойдем немножко попробуем бездну еще пощупать. Мисс, что не так? Нет, все окей, просто вы меня бесите. Так, Эшли же здесь нету, да? Так. Что я делаю? Что-то я слишком вжился в роль. Погеншную игру сделали. Что? Что? Звездам посчитала, они грабители. Все девушки умеют лужицу превращаться. Что-то на китайском ты это... Что? Так, мне Чиори нравится. Как Лорна и Пирс, а не играбельный. Пирс вначале не понравился, а после прохождения. Не понравился, а после прохождения. Окей. Чиори очень понравилось. Понятно. Только не спойлерите мне, пожалуйста. Я вас всех забаню. Есть Алони, нету. Помимо контроля, она еще дает дебаф на увеличение урона на 60% и сама по себе бьет больно. Ну, кстати, да, я заметил. Хотя я думал, что она типа для сюжета просто на 100% там вся вкачанная. Кого, Риви, ты что? Ты же не надо. Пора встретиться с тем учеником. Вы готовы? Смотрите, не опозорьте своего наставника. Но я не умею предсказывать будущее. Ничего страшного. Стой, нет. Ты, хоть ты и не настоящий ученик, но все же ты должна знать хотя бы самые простые вещи об астрологии. Астрологам запрещено делиться тайнами астрологии с посторонними. Но, боюсь, ради тебя придется сделать исключение. Моя астрология основана на гидромантии. Как следует из названия, я читаю звезды по отражению в воде. Давай я тебе покажу. Смотри внимательно. По положению и движению звезд ясно видно, что эта девушка молодая. Она состоит в Ордо Фавониус. По описанию больше всего похожа на Лизу. Она вот-вот должна появиться. Вот и все. Этих знаний должно быть достаточно. И все? Похоже, даже простейшие основы астрологии тяжело даются непросвещенным. Ничего страшного, я все потом объясню. Она уже здесь. Она? Ох, это же ты, почетный рыцарь, и Паймон тут. Вы вернулись. Кли. Это она, наследник древних знаний? Кто, Кли? Наследник? Верно. И я и есть та самая мастер-астролог, постигшая секреты и тайны океана звезд. Должно быть, ты тоже вычислила мое появление до секунды. Океан звезд? Что это? Там водится рыба? Рыба? Нет, хватит притворяться. Неужели мое появление так напугало тебя? Что вы говорите? Я совсем не понимаю. Ты наверняка ошиблась. Но звезды не могут ошибаться. Хорошо, давай проверим. Скажи, девочка, твою маму ведь зовут Алиса? Да. Так вы мамина подруга. Простите, но она сейчас очень далеко. Значит, звезды не ошиблись, несомненно. Перед своим уходом она передала тебе свои знания. Знания? Я не понимаю. Мама научила меня делать бомбочки. Значит, мама Кли — это соперница наставницы Моны? Да, моя наставница владеет безграничными знаниями, но только лишь в астрологии, а Алиса отлично разбирается в других областях мистицизма. Но Кли еще совсем малышка. Если бы ее мама рассказала о ней, ей о мистицизме, она бы все равно ничего не поняла. Получается, она унаследовала кровь своих предков, но не их секреты. Это большой просчет. Здесь нечего говорить о соперничестве. А скажи, девочка, перед своим уходом Алиса рассказывала тебе что-нибудь о 50-летнем договоре и шкатулке? Да, я знаю. Это я знаю. Так вы пришли за коробочкой. Подождите, я сейчас ее найду. Это не она. И это не она. Где же?
Точно, я вспомнила. Я закопала, она все закапывает. Я закопала ее вместе со своими новыми сокровищами в долине ветров. Капец твоей шкатулки. Это еще одна бомба? Подождите, я сбегаю за ней. Капец. Сколько стрим идет? Стрим идет 1:24. Кли, ты оставила свои вещи. Я помогу их собрать, а вы идите за ней. Она такая неосторожная, я боюсь, что с ней может что-то случиться. Ну, ребенок, ну да. Вон. Эта шкатулка, правда, очень важная для меня. Если с ней что-то случится, я не смогу отчитаться перед старухой. Капец твоей шкатулки, говорю, мать. Кли ее взорвет нафиг. Так, ну что, пойдемте. О-о-о-о-о. Так. А, это же не то. Извините, я думал, это огненные цветы. Барбары очень удобно собирать. Вот она! Прямо вот тут. Давайте копать. Должно быть, здесь побывали дендрослаймы. Нет, я специально поставила здесь знак. Это точно здесь? А, дендрослаймы! Ага, дендрослаймы. Давайте сначала разберемся с ним. Ну давай. Проснись. Горите, собаки. Я нашла его, и все в огне. Вот она, коробочка. Удивительно, что она пережила все эти взрывы. Поиски завершены. Пойдем отнесем ее той девушке. Вроде все нормально. Очень странно. Очень странно, что ничего не бомбануло. Алиса это та, кто путеводитель по Тейвату писала. Да, я знаю. Часть про Манштадт уже читал, да. Мне Кирару и Фокс об этом уже говорили, про Алису. Поэтому я смутно помню. Привет. Всем привет. Наконец-то вы вернулись. Мне ужасно скучно ждать. Мне было ужасно. Я хотела почитать книжку, но это, оказывается, какой-то бредовый дневник. В нем вообще нет ни капли смысла. Он выпал из рюкзака Кли. Я подумала, что в нем хранятся древние знания, но нет. Ладно, неважно. У вас получилось найти шкатулку? Да, мы нашли, даже не повредили. Великолепно. Подождите, а почему она открыта? Что? Почему она пустая? Что? Я вытащила из нее все, чтобы хранить там сокровища. Вытащила? Теперь вы пришли за ней, поэтому мне пришлось вытащить все свои сокровища. Ты хранила в нем свои вещи? А где то, что в ней лежало до этого? Мне нужно оно, а не шкатулка. А? Вам нужно то, что было в шкатулке? Надо было сразу сказать. Ты же ничего не сломала и не выкинула. Конечно, нет. Ничего. Я ничего не ломала. В этой шкатулке была только та книга, которая у вас в руках. Что? Эта книга, это дневник, и есть те самые 50-летние давности? Записи 50-летней давности. Те тайны, которые эта старуха стремилась вернуть себе 50 лет, оказались всего лишь ее простыми историями молодости? Теперь понятно, почему она наказала мне ни в коем случае не читать его, иначе она отпустит меня на фарш. Кажется, мне крышка. А? Вы сами сказали, что хотите шкатулку, а не то, что в ней было. Я ничего не знаю, я пошла, всем пока. Какой трогательный финал. Если ты ничего не скажешь, твоя наставница ничего не узнает, ведь так? Узнает. Астрология делает скрытое явным. Вы сами это видели.
Потратила всю мору, чтобы добраться до Манштата, но в итоге не нашла никаких знаний, да еще и возвращаться нельзя. Как моя жизнь до такого докатилась? Это очень грустно. Может быть, ты могла бы вернуться, когда забудешь все, что прочитала в этой книге? Это не так просто. И оставаться в Манштате тоже неловко из-за денег? Да, в смысле нет. Почему вы не можете меня поддержать? Тогда тебе остается только вернуться к своей наставнице. Хватит об этом говорить. Я думаю, мне придется... Решено. Я временно поживу в Манштате. О, прикольно. Как только эта старуха испустит свой последний вздох, я стану свободна. Ты нормально к своему учителю относишься, алло? Чересчур жестокое решение. Но что тогда станет с моими исследованиями астрологии? Подождите. Мне ведь даже негде остановиться. Может быть, нам стоит спросить у Катерины из гильдии Искателей Приключений? Может, она сможет помочь? Гильдия Искателей Приключений? Точно. Ведь за выполненные поручения они... Ну, вы понимаете. Конечно. Спасибо. Ладно, ничего. Аре? Ня... Табита. Надеюсь, у Трен закрыт кооп. Да, закрыт. Ты меня не пугай. Закрыт. Просто спрашивай. Закрыт. Кстати, Фреминет, тебе-то разбанить твой аккаунт, когда ты сделал шалости? Или тебе нормально на этом аккаунте? У вас голос такой комфортный такой. Спасибо большое, Медиа. К звездам и к безднам. Добро пожаловать в гильдию Искателей Приключений. Рассказать о проблемах Моны. Вот как, я поняла. В Манштате есть магическая лаборатория, на которую кто-то наложил печать. Некоторые специалисты открывали ее, но у всех них есть свои лаборатории, поэтому они не были заинтересованы в этом помещении. Думаю, если бы упомянутый тобой астролог смогла разрушить печать, то хозяин этого дома не стал бы возражать и пустил ее туда. Думаю, она справится. Замечательно. Давайте я вам покажу, где находится этот дом. Да я помню, это тот с печатью, который... Теперь понятно. Мне уже заспойлерили, но я не понимал, как Мона туда попадет. Теперь понятно. Вот он, да. Вроде никаких шил последствий и диалогов пока не... Что? Закрыт, проверила. Санечка, спасибо. Разбань мой основной аккаунт. Здесь кто-нибудь есть из модеров? Скажите, пожалуйста. Здесь есть... Мика, если ты здесь, разбань Фреминета аккаунт. Меди, спасибо за подарочек. Осмотреть. Человек, наложивший эту печать, очень непростой. Грубой силой такую печать не разрушить. Очень интересно. Думаю, здесь можно обратиться к звездам. Посмотрим. Понятно. Вот так. Затем вот так. Опа, на чё? Как же приятно слушать тебя играть в Геншин. Спасибо, мне очень приятно. Получилось. Ого, это было круто! Теперь нужно вернуться к Катерине, и ты сможешь официально жить здесь. Неужели? Не нужно. Я вам очень благодарен. Кто вы? Медиа, спасибо за подарочек. Я владелец этого дома. Меня зовут Гетте. Я проходил мимо гильдии, и Катерина рассказала мне о вас. Даже не догадывался, что эту печать можно разрушить так быстро. Это значит, что я могу остаться здесь? Конечно. Там внутри столько всякого оборудования. Я буду рад, если кто-то будет им пользоваться. В качестве моей благодарности я дам вам этот дом за самую низкую цену. Сдадите? Мне ничего не говорили про аренду. К тому же я все-таки оказала вам услугу. Услугу? Конечно. Я вам очень благодарен. Поэтому я согласен уступить вам по самым низким расценкам. Но я же... Пайман, кажется, что Мона что-то наверняка поняла. Неверно поняла, но это единственный вариант.
Похоже, у меня нет другого выбора. Придется поселиться здесь. Отлично! Тогда мы договорились, я пойду с документами. Подождите здесь. Спасибо вам за помощь и простите, что не могу сейчас помочь вам с вашей проблемой. Без специального оборудования и новых знаний это займет некоторое время. Но я обещаю, как только буду готова, я сразу же займусь предсказаниями твоей судьбы. Значит, мы и вправду не жалеем о проделанном путешествии. Спасибо. Наше путешествие было предсказано судьбой, и я бы добавила... добавила удачей. Желаю вам приятных путешествий, а я буду думать о том, что же делать дальше. Тебе, знаешь, тебе надо с Джун Ли познакомиться. Вы оба бездельники, которые не умеют с деньгами обращаться. Думаешь, у нее получится зарабатывать на жизнь без астрологии? Давай навещать ее хоть иногда, а то потеряет сознание в этом доме от голода, и даже никто не узнает. Давай. Как разрушить я только что зашла? Чтобы разрушить, сейчас, секунду, тебе надо пройти задание легенд. Ты заходишь в задание, вот здесь снизу в левом нижнем углу есть задание легенд, и вот здесь будет задание Моны. Ее надо пройти. И здесь тогда, получается, открывается печать. Так, давайте посмотрим, что там внутри. Потише там, я ставлю эксперимент. Это ты, Тенра. Я как раз провожу кое-какие тесты для тебя. Потерпи немного, я скоро получу результаты. Если я упаду в голодный обморок, не волнуйся. Я придумала способ подзаработать денег. Я думал зайти на самом деле к ней, было бы неплохо. Но мы прошли все. Как бы квест, задание легенд. Молодцы. Сколько у нас там осталось? 25... О, песель. 25 минут. Я не помню, а я собирал дейлики? Да, я собирал. Что у нас получается? Фокс говорил прокачать книгу. Мы можем 2 раза ее прокачать в конце стрима. Точнее, 2 раза сходить в данж. Оружие улучшить. Нам нужны цепи. Они падают вот здесь. Вот здесь. У меня вопрос. Что если я пойду, допустим, вот в этот данж, в самый крутой, и там мне выпадут золотые цепи? Смогу ли я их даунгрейднуть до вот таких металлических цепей, если мне нужно будет? Скажите, пожалуйста. Приветик, Ня. Здравствуйте, Ня. Как же ты, Тенра, сильно ошибаешься по поводу Моны? Я говорю то, что я вижу сейчас. Не спойлерите мне. Только апгрейдить можно. Это жалко. Это плохо. Это неприятно и непонятно. Тогда такой вопрос. Если я пойду в этот данж и, допустим, пойду не в самый вот этот крутой, а пойду вот в этот говяный, то мне больше будет сыпать говяного вот этого оборудования, нежели чем в этом могло выпасть просто одна золотая. Но золотые выпадут до проком. Нет, там же еще фиолетовый есть. Ты до сих пор стримишь? Стрим идет 1 час 37 минут. Разобрать нельзя, но на золотые шанс небольшой. Но золотые, по идее, все равно пригодятся, да, в будущем. Ладно, смотрите, у меня сейчас данж забирает 20 смолы, я правильно помню? Да. У меня сейчас 36. Одна смола дается в 5 минут. 37, грубо говоря. Вот. Мы можем сейчас пока покробить бездну. Попробовать покробить. Вот. Потом вернуться, пару раз пройти этот данж, и все. Конец. А есть у меня накрутку, кстати? Молитва. Накрутку даже. Мы опять один раз крутанем. Что за перс? Это Чиори. Так, поехали. Попробуем. Чуть-чуть. Пощупаем. Так, здесь мы все открыли. Вот здесь, 5. Да. Так. Крио. Пацаны. Электро. Окей. Погнали. Начать испытание. Первая половина, вторая половина. Смотрите,
Давайте соберем хоть как-то сбалансированный отряд. Что если мы будем инитить Нахиду, потом бить ей, потом ей и, наверное, ей. А второй отряд будет она в виде хила и она. Как-то так. Покровить немного театры, который открыл. Я не знаю даже как-то. Ранг 42. У тебя разве не было джин? Нет, не было. Короче, я попробую вот так. 3 хила немного? Где 3 хила? Один же. Ой. Ультрахил. Давайте, ладно, поменяем местами. Тогда вот сюда мы дадим ее, а вот сюда мы... Блин, 2 электро получается. Давайте Яу-Яу сюда поставим тогда. К Нахиде ставь электро и гидро лучше. Окей. Давайте поставим Нахиду тогда. К Нахиде поставим электро ее. Потом поставим гидро ее. Отдай. Да-ба-ба-ба. Вот сюда. Вот. И гидро и кого еще? Анема? Нахиду, Куки, Барбару лучше ставь вместе. Дай нам голос. Не могу. Точно могу. Ладно. Мики нет. Беда. Эндрюс, ты же тоже админ, алло. Разбань. Если есть возможность. Чиори. Что с ней не так? Нефор, что такое? Не нравится Чиори? Нойзи Факс говорит, Арарона можешь. Он у меня же не Кремень вкачан. говорит, а ты сможешь разбанить мой аккаунт, ты же тоже модератор. Алло, они же Георгиев вообще у меня не говорит, а на вкачаны. превью там джин стоит. Джин? Ну это нет. Это я ее просто смотрел. Эндрюс говорит, а я не могу посмотреть заблокированных Ну ладно, я пользователей. после стрима, если не забуду, я гляну. Короче, ладно, я не буду много тратить на это времени. Мы поставим так. Эндрюс говорит, а я не могу Мы можем посмотреть сделать заблокированных парение. пользователей. Окей. Натали Фелови говорит Куки или Яо-Яо. Давай Яу-Яу поставим. Меди говорит, вот так. вам нравится Дехи. Да. Эндрюс говорит, а я не могу посмотреть заблокированных потому что- пользователей. Все, я понял. Так, здесь мы поставим Дехью, здесь мы поставим тебя. И здесь мы поставим... Давайте его попробуем. Просто пощупать. Он же, блин, в нем вообще ничего Нойзи нет. Факс говорит, короче, за Юи, пока на бездну иди в театр в Монде. Там поначалу одной пачка нужна. Сейчас. А что за театр дают? Расскажи. Крит попадание... Прошу прощения. Сейчас. Так, этаж. Меди говорит, кого любите больше всего. Чиори. Уи! Как они мило бегают. Не могу. Каждый раз умиляюсь. Пацаны. Бум. 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 Эндрюс говорит, капец, че с ютьюбом, то через 3 минуты сообщение показывает. 13 3 раза дублирует. страницу обновить. Натали Филови говорит, всех выделяй Нахидой, а Барбары на поле играй. Барбарой на поле играть? Стерлив говорит, в титре дают гемы, позы на персов и эффект бега. Нойзи Факс говорит, ну там как бездна, но не бездна, тоже бей мопцов на время с разными условиями. Звучит как Натали бездна. Филови говорит, за театр гемы. Понял. Стерлив говорит, ой, в театре звездочка. Матака. Как ей больно. Блин, я затупил, блин. Я паникую, простите. Пустите.
Да, блин, я по привычке опускаю этот. Скажи, я скажу. Отпускаю Е и Нахида не бьет. Блин, мне кажется, у меня дамага просто не хватает. Ай, какое вы сделали классное комбо, пацаны, одобряю, конечно. Пустите. Можно пью? Да бей. Ну все, я уже ничего не получу, да, тут? Си. Спасибо за подарочек, Медиа. О, беда. Они так меня жарят, меня полностью жарят. Ой, зря я это сделал, меня Фокс опять ругать будет. Ну что за жизнь? Так, тихо, тихо, не надо, не больно. Керлик говорит, в первую надо было все-таки пира перса взять. Да, надо было. Ой, беда. На Галифелове, говорит, нужно было бы отряды местами поменять. Да, да, я понимаю. Я же могу прямо сейчас выйти, чтобы время не терять. Да. Перенастрой... Сбросит прогресс 5-го этажа? Ну ладно, у меня же там прогресса-то нет. Так вот. Вот эти пацаны, потом разбойники. А как понять, где вторая фаза? Первая половина, вторая половина. Вот здесь будет пиромаг бездны. 1 получается, да? Хотя нет. Тип противника будет такой, но их может быть больше. Тогда мне нужно электро, пира и электро. Я тогда беру свою начальную команду. Ее. Хотя нет, вместо электро мы возьмем сейчас сюда Шинобу. И поставим сюда ее. Нет, я ее не буду ставить, она у меня будет дамажить во втором отряде. Давайте возьмем еще одного пира. А у меня никого нету вкачанного. Блин, я понимаю теперь, о чем вы говорили, когда придется качать, типа, всю вот эту фигню. Давайте возьмем ее на Хиду Дендра. Только давай ты будешь Пирору как говорит, инициатор. ура, он на мобов смотрит. Отстань. Это успех. Отстань. Так, потом здесь будешь ты и... Па-па-па-па-па. Так, он второй там будет пира. Нойзи Факс говорит, пора качать мону под сахарка. Мону, говоришь? Ну, да, я подумаю. Мне она просто визуально не нравится. Я подумаю над твоим предложением. Подтверди. Шанс крит попадания. Да, поехали. Еее. Так, напомните, что ее кьюшка делает, что ульта делает. Ой, вот сейчас хорошо будет, сейчас будет так хорошо. Где пацаны? Как хорошо. Я так это одобряю. Я ешку просрал. Сейчас я дождусь. Бей, бей, круши, ломай. Факс говорит, если бы в жизни астрологи так выглядели, я бы поверил в астрологию, а ему она не нравится. Ай, ну блин, на вкус и цвет как бы шоколадки разные.
Тем временем Юли на той говорит, стороне. Лимона отличный саппорт. Вот сейчас было поэтому прям рекомендую хорошо. прокачать. Меди говорит, на кого крутить. Ай, не Говорит, знаю. ура, они у меня теперь тоже по-японски базарят. О, поздравляю. Стало поприятнее тебе, значит. Эндрюс говорит, Кьюшка на хиду бафает, электро на восстановление энергии, пира на силу атаки, гидра на ХП и т.п. Так, один отлетел. Куда? Вернись. Не дури. Итай. Все, сейчас тебя моя сахароска... Ой, как это легко было. Ой, как это было легко. Они даже не понимают, куда они вообще попали. Продолжите испытание. Так, урон в течение 8 секунд. Нойзи Факс Вот, говорит, давайте вот типа, это если возьмем. смотреть на цифры, то у тебя не стоит отказываться от Моны. Она очень полезный персонаж. Я понимаю. А можно Шинобу сейчас прожать? А, нельзя. Жаль. Пацаны. Пацаны, ребята. Погнали. Сейчас за счет нахитки вы таких люлей получите. Ё-моё. Так. Собираем заново. Бафаем. Керлин Берем. говорит, Тенра уже хорошо прокачался в Геншине. Да, отец. Почти. Блин, я Шинобу хочу прокачать. А, она же в этом, в разломе. А до разлома мы еще не скоро доберемся. Это очень жаль. Так, подожди, а почему на хиду ты не сделал вот эти грязные вещи? Погнали. Все? Как это быстро? Это так классно. Нойзи Факс говорит, над пройти основной сюжет и Надзуму и можно в разлом. Понял. Эндрюс говорит, у тебя духи прокает горение от Нахиды, а Куки не может стимуляцию из-за этого прокнуть. Так, это непонятно пока. Нойзи Факс говорит, все в твоих руках. Я понимаю. Тихо. Поехали. Че, больно, пацаны? Давай. Вот это. Все. Вы зачем появляетесь новые? Так, хиль. Вот вам судьба ваша, собаки немытые. Как хорошо. Ты зачем выжил? Керлиф говорит, стимуляция это Дендра и Электро. Понял. Продолжите испытание. Дендра, электро... А, это вот эти цветочки, которые нет? Шанс крит попадания. Это последний, да? Выносливость все время спринта. Так, это моментально Нойзи восстановление. Факс Нет, говорит, окей. не забывай на мане ставить ешку, она таунтит. На Эндрюс Моне. говорит, КРЧ Пира Дендра работает только в случае Кинича и Эмилии в Антальном Что Пира такое Дендра не таунтит? бипрем. Пира Дендра работает только в случае Кинича и Эмили. У меня нет такого. Ни одного, ни второго. В период Дендра... Окей. Непонятно Натали пока. Фенови говорит, разлом можно проходить. Не Нет. обязательно после Инадзумы. Ну, После такое. сюжета Инадзумы там доп-квесты будут просто. А открытие исследовать можно уже сейчас. Ну, если там, смотрите, если там сюжет Полный не текст, связанный, говорит, как бы цвет вообще веточки плевать. Это Дендра и Гидра. Если оно просто вышло позже, но Девочка, сюжет не девочка, связан с говорит, Инадзумой, ура. типа... Я попала на трансляцию Фейс. Здрасте. Здрасте. Мы тут разносим всех и вся. На изи. Сейчас я получу по мордасам, да? Нойзи Факс говорит, ну таунт, провокация, мобов агрить на себя. Агро. Так и говорите. Сындзу говорит, здравствуй. Здрасте. Гинген. Натали Фелови говорит, таунтит, отвлекает врагов на себя. Это агро называется. Люди, вы чё? Керлиф говорит, там сюжет с Дайнслифом есть. Она придумывали. Капец, как я быстро их разматываю. Это законно?
Так, не, подожди. Нойзи Факс Выйти. говорит, в разломе будет большой квест, где персонажи из Инадзумы встречаются с персонажами из Лиюэ. Тогда нет. Фелови говорит, сюжет не связан. Нет, кто-то из вас врет, получается. Девджин говорит, я уже практически все трансляции пересмотрела Фейс. Ого. Синдзу Спасибо говорит, большое. законно. Законно. Все, это хорошо. Так. Использование взрыва стихии увеличивает силу атаки и защиту всех членов отряда на 6%. Может складываться до 10 Нойзи Факс раз говорит, на дед, 5 уровне это сложения. называется также таунт. Ничего не знаю, Агр. Эндрюс говорит, у тебя в пачке Нтхида начинает, накладывает реакцию горения, это слабейшая реакция. А Куки потом электро своим делает перегрузку. Из-за этого реакция стимуляции не работает. Тогда теперь понятно. Керлиф говорит, но это будет только после сюжета Инадзумы. Подожди, а где посмотреть? А, вот мобы. Так. Крио, Дендра. Дендра? А, Крио же написано. А потом Пира. Пира Анема. Ну, по сути, мы собираем все то же самое, да? Камень, Гидра, Пира. Короче, первая Крио, вторая Гидра. Давайте попробуем еще зачистить один этаж. Так, первое. Они Крио, поэтому мы собираем подобную конструкцию. Кого мы брали? Я уже забыл. Подождите. Нахида, Чиори, Дехе. Кто еще у нас был? Мона. А не Крио, не-не-не, подожди. Кого-то еще брал. Ее. Эндрюс Нет. говорит, Пира к Нахиде не бери в общем. Блин, ну ладно, все равно... Я же могу забить на это, нет? Просто ты хочешь перенести Пира во второй... Нахиду во второй отряд? В разломе несколько квестов. Тот, что с персами из Инадзумы, откроется после сюжета Инадзумы и нескольких заданий легенд оттуда. Ну все тогда. А квест на исследование разлома с Инадзумой не связан. Все, значит, пойду. Синдзу Так. говорит Барбаруже. Барбара, точно, Бабура. Так, вот. Нет, Барбара во втором отряде пойдет. Здесь была Господи, вот она. А Барбара во втором отряде была. Здесь у нас была она, Барбара, потому что там будут Пира, пацаны. Она, потому что, опять же, Пира, пацаны. И Мона. Вот так. Все, погнали. Сейчас все будет. Так, урон по слабым местам. Это как понимать? Что за слабые места? Промеж ног? Сила атаки 30 хп выше. Ой, неплохо. Молитва зала. Нет, нам нужен этаж. Будем бить по слабым местам в промежности. Синдзу говорит да-да, промеж ног Вистер с Онджой. Ну а как? Захар говорит ура, +1 игрок Геншин Парти Папа. Да я же уже 3 месяца играю. Вроде как. Я уже Эндрюс задрот. говорит, Нахида не работает с Пира, особенно с криослаймами. Я не знаю, у меня все получается прям. Кенгва Убиваю говорит, только так. Мне бы чистую бездну. Что значит чистая бездна? В смысле, еще не пройдено, не играно? Эндрюс говорит, Нахида не работает с Пира, особенно с криослаймами. Да, я понял. О, да помри уже. Еще Кенгва один. говорит, да, еще не пройденная. Ой, что-то Никита здесь поплотнее чуть-чуть, да? Эндрюс говорит, у тебя пока этаж низкий. Как это низкий, алло? Я уже почти киберспорт, а ты такие вещи говоришь. Говорит, они очень живучие. Кость Танпан, спасибо за подарочек. Алло.
Полный пипец говорит, с 11 пипец будет. Полный пипец. С 11 пипец, говорит. Верю. Пипец фигни не скажет. Я надеюсь, я успел, я что-то не Керлиф смотрел. говорит, до 8 этажа это все низкие этажи. Да нормальный 6-й этаж уже. Когда такое было? Что такое? Пропало. Полный пипец говорит, на 11 есть этажа. シミュレーター吸引テスト開始ミュージックこれが運命です Хе-хе-хе. Ладно, Мону покачаю, она прикольная. Пусти! Пусти, собака! 夜の権限 Как, почему меня морозит, я не понял. 安全距離確認 Тихо. 7号式モジュール Хиль. Все хиль. Молодец. 運命の共栄6308式元気 Как напряженно. Не хочу проигрывать. 断罪の名において Ма, как-то. А-ба-ба. Так, вот эти чуваки хилят, да? Они все хилят. Тихо. Кто меня Керлиф стягивает? говорит, наверное, 12 этаж сможешь пройти только на 55 плюс. Да я надеюсь хотя бы 6-й пройти. Керлиф говорит ранги. Эндрюс говорит, Барбара накладывает на себя гидра, а потом тебя морозит креха чепурля. Логично. シミュレーターみんなを守るからね姿を見せよオーズ Так, тихо. 運命 Мона, давай добей его. するのです運命に Ишь, ульту кинула. Мать. Лир говорит, Барбара урона особо не дает. Она хилит. Я знаю, да. Так, Барбара, хиль. 準備できたかな Будем защищаться от этих угнанных пацанов. Так, можно вот ее? Спасибо. 安全距離確認 На Талифелове говорит, хилит только гидра Шамачуру. 超拡散形態 Гидрохам... только гидра, серьезно? Я думал, все хилят. Тихо. 6308式ユニット Прикольно, слабые мобы, они прям, ну, как бы отбрасываются. С помощью сахарозы. Ну, то есть она воздуха поднимает, их станет, по идее. 安全距離確認 Акурин, давай, бей быстрее. 水中弦断罪の名において Успел? Успел. Уф. Так, это какой этаж? 3-й? 2-й? Шанс крит попадания, да, поехали. 2-й, блин. Я, наверное, не вывезу все. Сейчас меня навтыкают. 全部丸見えね Зачем? Зачем, алло? Еще Шинобу хочу очень прокачать. Адия, спасибо за Полный подарочек. пипец говорит, вы на Азии играете. На Европе. ような弱さだね次 Ай, ну что, ничего не видно, На отпустите Талифелове меня. говорит, а еще гидра толстячок фатует хилит. Понял. Эндрюс говорит, ориентир оставшегося времени 4,5 минуты. Захар говорит, там сак. Она сейчас умрет, спасите ее. 痛くしちゃうかも Какой замес. Тихо, тихо. Сейчас, давайте чего. Не, зря я это сделал. 知識はあなたにも手伝って Капец, как я зря это все сделал. Ладно. Сейчас я исправлюсь. Собираем всех в кучу. Чиори, делаешь дела. Нахида. Ой, Дехи. Ща вы все отъедете, пацаны. Ох, как Эндрюс хиль, говорит, хиль. если таймер меньше 4 часа 30 минут опустится, звезду уже, значит, не получил. Понял. はびこりなさい
Есть. Фух. Оставшееся время. А, ну да, это тут же отдельное время, я правильно понимаю? Собираемся, пацаны. Собирайтесь, дети, в круг. Йобру говорит, какой ранг. 42-й. Нойзи Факс говорит, Анкри твой личный секундант. Тихо, тихо, тихо. Итай. Сюда. Вот это замес я одобряю. Йобру говорит, какой ранг. 42-й. Би-би-би-би-би-би. Мать. Нойзи Факс говорит, сначала надо было поставить Замону Таун, Ай-яй. а потом уже раздувать за Сахаркана пира слаймов Гидра. Понял. Эндрюс Ставлю говорит, таунт. время не отдельное. Таймер мрадоадает идти с момента первой половины. Серьезно? Йобру говорит, Так, можно вот сюда подойти? Вот сюда. Да-да-да. Вот сюда. И вот это вот сюда закинуть попутно. И еще вот так вот пролететь чуть-чуть. А, блин, меня опять Фокс будет ругать. Ну что за жизнь? Пес хилит их по-любому. Слышишь, ты собака. Или чурл от слова хил. А-ва-ва. Так, тихо, это я зря нажал. Пожалуйста, успей, успей, мать. Я не вижу время сейчас. Бей, бей пацанов. Чуть-чуть осталось. Не-не, возьми электро. Все, есть, успел, по-любому, да? Да? Да. Последний зал. Давайте, последний зал, и все, на этом хватит. Сила атаки Йобру персонажа, говорит, поехали. у меня есть ак с 20 рангом и на новом 4 лиги. Круто. Шинобу сейчас, правда, отлетит тут. Нойзи Факс говорит, силен. Керлив говорит, Темра, а ты знаешь, что Вольтидехия говорит на корейской, означает мат. Махим Нет, не знал. говорит, можно с тобой поиграть. Нет, я же прохожу Эндрюс бездну. говорит, дендрошаман ток наелодывает дендра и мешает лианами, хилят топ гидрошаманы. Ай-яй. Махим Стронганапа говорит, потом в подземелье не хочешь. Да, я пойду в данж, открою этот. Скажу. Открою мультиплеер. Но для тех, кто в друзьях. Я Эндрюс добавляю в говорит, друзья тех, кто на остаток стримах на сидит. 5,5 минут. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй. Спасите, помогите, в конце концов. Все. Фух. Тут нормально, да, было? Погнали. Так. Замону. Нет, Замону. Кидаем его. Потом берем тебя и шарашим. Потом Барбары Бумс. Бумс. Ай, зря. Я нечаянно, я чисто интуитивно нажал. Так, пойдем. Бум. Лови, пацаны. Бум! Жми, жми. Жми, как не вся. Эндрюс Не ты говорит, жми. 3 минуты. Ты что там считаешь? Ты считаешь время данжа? Ой, а тут, кстати, мне походу времени не хватит. Противников еще Аккаунт много. не найден, говорит, а чё у тебя такие слабые уроны в 70? Потому что не прокачаны нормально.
Тихо, кто? Ты. Новогодний шелонин говорит, кто поможет Новогодний мне с шелонин, заданием в здравствуйте. горах. У-у-у. Барбара, хиль всех. 準備できたかな。断罪の名によ運命の共鳴。安全距離確認。吸引テスト開始。 Шамана убили? Убили. Еще один, ну что такое? Эндрюс говорит 1,5 минуты, досчитаю, сколько осталось времени. 離れて。6308式ユニット。 Давай. 理想の風。シミュレート。 По идее, это же последние пацаны. Артем говорит, собака новогодняя. Есть. На флоке Цулутвис, сно давай, я помогу. Так, все. Отключиться. PSRZX говорит, привет, как дела? Давно играешь на стриме? Привет. Керлив Да, говорит, меньше 5 минут и 30 сек звезды у тебя не будет. понял. Эндрюс говорит, успеваешь. Ну, смотрите мы какие успешные сегодня. Нойзи Факс говорит, ну вот цели на ближайшее будущее. Киберспорт? Качай лук, фиши и мону. Окей. Так, что у нас здесь? БПшечка. Новогодний Ох, как шелонин много. говорит собака. Артем, спасибо большое. Вот. Потом, что нам дали? Задание. Что это? Опыт. Аккаунт Сюда. не найден, говорит, мне нравятся мужики волосатые. Аккаунт не найден, говорит, мне нравятся мужики волосатые. Я понял. Так. Ну что, дамы и господа, давайте быстренько пойдем в данжик, вот в этот, да? Сейчас я проверю. Давайте я пока открою сейчас этот мультиплеер. PSRZX говорит, понятно. У меня без Свободный. 7, один только. А ты уже 6 4, я не наблюдала. Какой уровень витой бездны у тебя, точка? Я не понимаю. Я Эндрюс думаю, в говорит, чатике смогут кстати, отметить. Сейчас свою рожариум пройдешь на изи на легком уровне. Да? Ну, На Телефелке, стримчик уже говорит, должен... в театр, должен без проблем первый Не-не-не, уровень стрим уже пройти. 2 часа 11 минут, мы и так уже Аккаунт не заждались. найден, говорит, хе-хе-хе, а чё тебе не нравится? Так, Усер говорит, смотрите. дай совет, Мы идем только вот сюда, начал да? 20 ранг. А я сам начинающий. PSRZX говорит, Проходи собака, все аккаунт не квесты. найден, обмазанные в масле. Нойзи Так, Факс мы же- говорит, потом еще театр Да. почокай. Я потом на следующем Картока стриме тогда КК пойду. говорит, он просто решил постарить, вдруг ты не расслышал часть про волосатых мужинов. Понял. Есть 2 места, алло. Чат. Натали Фелови говорит, смолу бы скрафтил. А я крафтил до этого. Мы сегодня утром слили Тенгла 5 говорит, на 12 этаже противный вот босс. эти смолы. Сочувствую всем, кто дошел. Как она называется? Густая? И еще 200 обычный. Алло, 2 места, вы что, бездельники? Никто не хочет? Ну, пойдем вдвоем проходить. Тамари, дамага хватит? PSRZX говорит, собака ниндзя, ну, я не знаю. А какие там противники? Например, если ты за пира персонажа в драконьем хребте, будешь мерзнуть. Эндрюс Противники. говорит, 600 примагемов дадут в О, театре. гидрослайм и Аккаунт не пироагент. найден, говорит, давай я. Аккаунт не найден, говорит, Спасибо. Тенгва говорит, покажи IDA. А я не могу это только на Аккаунт ютубчике. не найден, говорит, дай it. Не могу. Эндрюс говорит, Кирару. «Жукчли успеет». Кирару, смотри, Керлиф говорит, хватит. смотри. Нойзи Факс говорит, сорян, я в зе. Я понял. Гидрослайм Аккаунт не и найден, говорит, пироагент да, Фатуи. Не могу Усер говорит, вообще дидидидиди. не понимаю, про что вы говорите. Все, Риви. О, Ричка зашла, Аккаунт миллион не лет не найден, был. говорит, IDA, Кирару. плиз. Все, уже все. Натали Фелови говорит, Погнали. Уже все, простите, пожалуйста. Все, и очень долго ждали, первый раз у нас Нойзи такое. Факс говорит, бери дехью. Я взял. Подожди, там же пира. Давайте я возьму просто сахароску и все, и там будет все хорошо. Я буду вам раздувать, пацанов. И в кучу сгонять. Кирару. Натали Фелови говорит, а что, ток тебе не пускает. А у меня уже все фул. Картока КК Ну говорит, что? Кираруа смотря, не аполиш. Тамори Кирару, пожалуйста. Нажмите кнопочки. Анимика говорит, дуть, будешь дуть, хе-хе. Буду дуть.
Риви говорит, не мне просто с Кирару надо поговорить. Угу. А мне кажется, Кирару вылетел, я не знаю. Картока Кака говорит, Нил Полиш произносит. Кирару говорит погоде. Спасибо, Инна. Риви говорит, я не могу. Че не можешь? Я так понимаю, были какие-то технические шоколадки у них, да? Аня Мика говорит, хотя бы под конец успела на Тамори, дня. ты жив? Нойзи Погнали. Факс говорит, Кирару ждет красного на светофоре. Риви говорит, я не в бездне. Да я понял, да, я вижу, какого фига вообще так произошло. Samsung говорит, ты попробуй играть Мессит. Аккаунт не найден, говорит, тебе нравит. Мужинов волосатые. Так, перестань, я тебя сейчас забаню. 吸引テスト開始 Кирару говорит, у меня технические шоколадки. Я Да, я понял, понял. 無双の風シミュレーター Ой, я сейчас так вам втыкаю, пацаны. 6308 Спасибо, Карина. 吸引テスト開始 Где, кто? 超拡散形態 Так, объясните, как мне вот эту бабочку от сахарозы поджигать? Мне нужно сначала огнем бахнуть, а потом бабочкой туда Кака воткнуть? говорит собака, Или аккаунт не сначала найден, тебя сделать пишет бабочку, а такое. потом бахнуть огнем? Карина говорит, приветики. Приветики. Карина говорит, как дела? 0308フェニット Все нормально, как твои? 無双の風 Ай-яй-яй. Вот, сейчас бабочка зажглась. Картока Кака говорит, собака Карина меня забыла. Ну все. Так, у нас есть еще одна охотка, но мы покинем подземелье, чтобы забрать бездельниц. Карина Двух. говорит, хорошо, сижу на работе, кушаю. Приятного аппетита тебе. Так, бездельницы, вы здесь? Вы готовы? Эндрюс Где говорит, Тамори? раздувается именно статус. Если ты просто жахнешь пира, но не оставишь статус пира, то не раздуется. Статус пира. Нойзи Где Факс Тамори? говорит, бабочка впитывает элемент с врага. Элемент можешь увидеть над ХП противника. А, Нужно сначала на них пира повесить все, и потом вот кинуть это бабочку. все стало понятней. То Карина есть говорит, ешкой спасибо. их надо именно поджечь, именно врага. Так, засранки, вы готовы? Натали Фелови говорит, нужно, чтобы на ком-то был нужный статус и потом кидать бабочку. Уровень отряда ниже рекомендованного. Но я думаю, мы справимся, да? Картока Кака говорит, еще чуть-чуть, и я скачаю Геншин. Прости. Извини. Извините, пожалуйста. Я не виноват. 絹のような弱さ逃げ道は А, блин, я же не взял эту, блин, сахарозу хотел взять. Сбаламутили меня. Аккаунт не найден, говорит, хочу пукать. А, Аня Мика говорит, кандалы кто для мне? чатика Забаньте собираешь. человека. Сейчас, давайте я Подвал запрешь. Сейчас я забаню. Алло, ТикТок. Алоха Бест говорит, собака Картока Кака, у меня почти везде твоя первая часть ника. Блин. Картаурви. 私が手にする Аккаунт не найден, говорит, пукайте. Сейчас я его забаню, этого дурачка. Нойзи Факс говорит, скинь этого аккаунта в бездну бана. Аккаунт Банан не ему найден, засунем. говорит, путайте за славу. Усер говорит, ты такой крутой. Спасибо. Аккаунт не найден, говорит, пукайте за славу. Клим говорит, привет, девушки. Серьезно? Карина говорит, А, Кирару, вот, любовь моя, приветики, суд плидинг фейс. блок. Усер говорит, я сейчас пукну очень громко. Кто еще? Аккаунт Почему не найден, дурачки говорит, заходят? путайте за славу. Картока Кака говорит, собака Алоха Бест в смысле? Так. Тут или вообще? Ну что, погнали? Ведущий дедушка. Девушка. Ага. Нина Девушка. Александровна говорит, я кончаю.
Да, почему дураков нам приходило? Ну что ж, как с ними жить? Блок. Лед говорит привет, Тенра. Здрасте. Усер говорит, какой у тебя ранг. Продолжить испытание? Как я могу продолжить? У меня 42. Анника говорит, кто навел порчу аккаунтов на тебя. Да, это когда людей много заходит, такая фигня, это нормально. Так, ну все, покрутим. Ривечка, ты же здесь. Ну давай покрутим, давай мне что-нибудь выбьет. Ты же Усер любишь говорит, дедов. как же неудобно Риви, ты смотреть же стрим по-любому. с озвучкой комов. Ты же по-любому любишь дедов. Давай этот. Ты сейчас себе выпадет дед мне. Потому что ты будешь здесь, а? Риви. Риви пошла убиваться мобов. Давайте покрутим. У Лед нас говорит, даже Тенра, больше... я болею, помилуй меня, не ругайся за 3 дня пропущенных стримов. Все хорошо, поправляйся Усер скорее. говорит, пукни матыкой. И гость говорит, Ну сколько откуда эти месяцев дураки? твоему аккаунту. 3 месяца моему Анимика аккаунту. говорит, дайте Тенры деда. Тенры очень надо. Мне надо, я же дед, мне нужен дед. Риви говорит, не. Деду нужен дед, да-да-да. Картока Кака говорит, сглазили Тенру на спам-аккаунты. О, все, дед выпал. Риви, спасибо, ты привлекла деда. Спасибо, Риви. Риви, Фиолетта спасибо. говорит, бан. Северус Снейп говорит, привет, как у тебя. Сюда! Кукамбер Р говорит, дед. Ну это, блин, это 80-е крутка Анимика где-то. говорит, е. Анимика говорит, аллилуйя. Джунли. Лед говорит, я очень сложно болею, мне плохо было, я посчитала, лежала. Капец, Опиум поправляйся. говорит, вовремя я зашла. Да. Фиолетта Спасибо за говорит, подарочек. вот и помер дед Максим. Алло, какой помер. Кукамбер Че, еще говорит, будем его опа. крутить, получается? Кукамбер Я говорит, хочу фишель выбить, я буду крутить, говорит. потому что я хочу. Спасибо большое за подарочек. Анимика говорит, теперь качать деда. Ура. Нойзи Факс говорит, ну вот. Теперь Блин, деда реально, качать. ему же надо копье. Кирору говорит, дед Это оно, вернулся домой. Нет, подожди, Эндрюс сказали... говорит, если ты жахнешь Спасибо. электрослайма пиром, Сказали, что его то копье, статуса его пира не сигна, будет. самое Как бесполезное легкий на Потом диком Тайвате. Натали Фелови говорит, поздравляю. Давайте я буду крутить тогда его. Карина говорит, бан Тенры. За что? Картока Кака говорит, о, Спасибо. это драконий молчук. Давайте буду его крутить, мне Натали нужно Фелови фишель. говорит, Чари, очень рада. Да. Эрсалтит говорит, это все потому, что я зашел. Спасибо. Керлиф говорит, дед. Да, Гуанси крути баннер говорит, деда. поздравляю. Какого? Вот этого деда или вот этого? У Нойзи этого Факс струя говорит, есть. покупай БП, бери из него на него копье. Понял. Северус Снейп говорит, я буду копить на моевуку. Окей. Лед говорит, Этенра не быкуй. Да я когда бы Натали ковал... Фелови говорит, крути на Неве лучше. Натали Фелови говорит, не крути, это копье. Если упадет рано, Риви то норм говорит, если конста. ты у меня снова Кстати, засосешь да, у него удачу, же я щит тебя. будет массовый. Аня Давайте Мика деда говорит, будем копье, дальше крутить. кисть Все равно три он звездочки 100% не выпадет. Я кручу ради Кирору говорит, ему фишель. это копье не надо. Все, да, я понял. Клим говорит, дед посуду У вас моет. так много сообщений, озвучка не Натали Фелови успевает. говорит, ставь ему 3 звезды черную кисть. Все, я короче этот. Аня Мика Поехали. говорит, у тебя оно точно должно быть. О, Деврджент филоветовая. говорит, ее ма. Фишель. Нойзи Факс говорит, Драконий докрути клык. баннер деда. Поехали. Керлиф говорит, Тенра, ты бед. Я дед. Кирору говорит, черную кисть на ХП вроде. Деврджент говорит, Рогатка. Лед говорит, Тенра, лав за конец стрима. Карина говорит, за все хорошее. Да, в смысле? Скуэрл говорит, сколько Черная там времени кисть. осталось. Ее, что ли? А все, сейчас крути и Кирлиф конец. говорит, ой, я случайно. Привлекла Лед деда. говорит, я хоть наконец успела, слава богу. Ну, это конец. Нойзи Факс говорит, если упадет рано, то норм конста. Но он же не Кукамбер говорит, упадет. вот только я зашел, и дед выпал. Мгм. Боберчик говорит, Меч синего небесного деда. всадника. Карина говорит за то, что ты выбил Тиари, а я нет. А я же не виноват. Кирору говорит, нет. Это потому, что я не писала, что тебе не выпадет. Вот оно как. Нойзи Изумрудный Факс шар. говорит, да зачем тебе не велет, он же тебе не нравится. Мне не нравится. Северус Снейп Всё говорит, в получается? этом году я получил 3 лени. Скуэрл говорит, а Всё. сколько там времени осталось. Все, вы уже в долг смотрите Керлиф стрим. Уже говорит, 23 Тенра, минуты ты в долг. будешь копить на Маву и Спасибо. или на Сетлале. Я не знаю, пока я еще не смотрел. Северус Снейп говорит, леги. Все, я давайте Кирору сейчас говорит, деда одену. Нет, не на этой массовый щит будет. Что он за Эндрюс монстр? говорит, деду не нужна конста.
Скуэрл говорит, сколько там времени осталось на баннере. А, на баннере, сейчас, секунду. Тукамбрр говорит, деда везде в ХП вкачивать. H-Canal говорит, дед. Так, а на баннере осталась Аня Мика говорит, молитва. ой, звездочка. 9 дней. Аня Мика говорит, на одну консту деда появляется возм. Ставить вторую колонну. Травяной на поле взрыв Вея. и грохот и искры. Скуэрл Выполните говорит, один раз, сколько там одолейте времени 4 врагов с осталось помощью на баннере. реакции цветения за 2 Кирилл секунды. говорит, да 9 еще дней ставь. осталось на баннере. Натали Фелови говорит, да, ее. Она на ХП, а у деда щит от ХП. Они так похожи Аня Мика говорит, сбоку да-да, в профиль. черная кисть, можешь пробудить. Повысить уровень, бум. Говорит, когда синяя скипай, а когда фалкан можешь не скипать. А я не буду скипать, спасибо. Скуэрл говорит, сколько там времени осталось на баннере. 9 дней, я ответил, не спам. Скуэрл говорит, сколько там времени Я тебя осталось забаню. на баннере. Я тебя забаню. Карина Что это говорит, такое? а вот тебе все равно бан. Ой, а мы Лёд можем? говорит, так А, я не 3-4 можем. дня не появлялась на твоих стримах, 6-9 стримов пропустила. Капец. Но мы его еще Эндрюс вкачаем. говорит, осталось выбить гора, и геопачка готова. Черная кисть. Риви копиночка. говорит, можно я попробую крутануть на 10 пока в мире. Да, конечно, давай. Эй говорит, как сделать такое качество. Я не знаю. Картока Кака говорит, Черная что кисть. озвучка Вот это делаем? справится с сообщениями. А ты, Тенра, что думаешь? Я справлюсь. Ты справишься. Эндрюс говорит, Вот это сходил ставим? алхимию и из артов ненужных на фарме деду миллилит. Не, я сейчас уже Аня Мика включаю. говорит, озвучка чатика сошла Да. с ума, хаханя. Так, сменить. Клим говорит, Улучшить. черная Синяя, серьезно? Капеновалд говорит, ты деда выбил. Да. Но это 80-я Аня Мика крутка говорит, была. да. Возвысить. Натали Фелови говорит, да это. Тюкамбрр говорит, все артефакты в ХП. Ага. Можно создать 0. А это где? О, ну это мы можем, кстати, сходить. Окей, ладно. Мы можем деда качать, это хорошо. Капеновалд Это говорит, хорошо. поздравляю, парты Инкфейс. А, кстати, мы же можем его пробудить. А, он у Томы. Надо у Томы отобрать. Томе он не нужен все равно. Так, оружие. Брось каку. Сменить. Вот это возьми. Вот тебе копье новичка. А, ты не можешь. Белую кисть бери. Сменить. Эндрюс Вот. говорит, ХП и криты. Теперь улучшить. Пробудить. Увеличивает Аня Мика урон говорит, по у слаймам на тебя этот данж 50%. закрыт, не забудь открыть. Да, я видел. Картока Кака говорит, что озвучка сошла с ума. Нет. Ха-ха, я не сошла с ума. Фиолетта говорит, акция Характеристики. от Геншин. Пробудите свою шпагу. Что? Лед говорит, а я пойду. Так, ладно, это я потом Лед сделаю. говорит, Тенра, лав, иди спать, кормить котика себя, и там по делам носит, Да, припудрить, да. а потом спать. Да, так и сделаю. Эндрюс говорит, дайте деду лучше фавони. О, фиолетовая. Ола. Лед Не говорит, знаю. мама Мика, привет. Кто это? Кирлиц Ковех. говорит, деду много Первый ХП раз вижу, прокачивать, слышу чтобы этого не персонажа. помирать. Кто такой Ковех? Аня Мика говорит, привет, Ледик. Кто такой Ковех? Нойзи Факс говорит, ну все, Слая Слеер теперь. Фиолетта говорит, извиняюсь. Слайм Слеер. Люто на шутки тянет. Лед говорит, ха-ха. Ковех. Лед говорит, я Он из приручила Сумеру, Теда. это плохо. Натали Фелови говорит, забудь про Ковеха. Ах, ладно. Тукамбрр говорит, он из Сумеру. Беда. Аня Мика говорит, это из Сумеру. Ну, давайте Аня мы его Мика говорит, он вкачаем. Ковех. Я так и Риви сказал. говорит о Ковеях. Сумера, пустыня Лед сами говорит, Сумеры. мама Мика. Область Лав, Бора. лав. Нойзи Ё-моё. Факс говорит о Ковех, это круто. Он тебе даст бонус на крафт чайник. Ривичка, тебе что-нибудь выпало? Эндрюс говорит, Ты не снова можешь высосал сидеть. мою удачу. Не смотри Прости, полезен. пожалуйста, Риви, ну прости, Тукамбрр извините. говорит сосед Аль-Хайтама. Все, Керлив говорит Ковех, Дендра, Перс из Сумеру. понял. Но он выглядит Лед прикольно. говорит, нажмите Е, чтобы приручить питомца, и вот у меня Тенра. Я тебя сейчас забаню. Так, ударение на А, Кавих. Окей, Кавих. Посоветуйте игру? Нет, спасибо. Ну что, чатик. Превьюшки же не было. Пойдемте фототься. Что ж теперь делать-то? А давайте вон туда. Давайте мы сегодня бездну так классно поиграли. Давайте в бездне фототься. Только мы сделаем день. Вот так. Дела нормально. Как твои дела, а?
Пойдемте фототься. Так, фоточка. Вы куда? Давайте, семейное фото. Так, так. Не, если честно, немножко скудненько это все выглядит. Не так красиво, живописно, как я думал. А давайте вот в этой локации сделаем тогда. У меня отсюда вообще ни одной плюшки нету. Если здесь красиво. О, как здесь красиво. Ну что, это же прям идеально. Прям вот тут. H. Давайте. Становитесь, дети, в круг. Майкл Джексон, ваш физрук. Алло, где еще два бездельника? Алло, Риви. Где еще один? Пойдем. Становитесь, ну давайте, время идет, засранцы. Так, мы сейчас кого-то кикнем, да? Каштан, спасибо за подарочек. Становись, нет, встань перед, как ее зовут? Коко? Как ее зовут? Ну или вот здесь сбоку от меня встань. Сбоку встань, давай нормально, просто чтобы не сильно кадр не растягивать. Ты, у меня уши торчат одни. Ну подойди поближе, ну не так. Ну давай. Чича, не Чича. Ты можешь встать немножко за спиной у меня, чтобы ты в кадр помещался? Ну пусть будет так. Ай. О, во-во, давай. Все. Прикольно, вокруг нее все реально ветрено так. О, думаю, вот так вот сделаем. Все, идеально. Все, ладно, чатик, на этой красивой ноте стримчик заканчивается. Цици точно. Композиция завершена. Ладно, всем большое спасибо за ваши лайки, подарки и подписки. И самое главное, большое спасибо, что провели это время со мной. Стримчик заканчивается, стримчик был продуктивный, интересный. Думаю, завтра... скорее всего, завтра будет не Геншин, посмотрим. Всем спасибо, всем пока. И как всегда на прощание. А деда не вытянул, как... не выгулял? Не выгулял. Ну и ладно. Ничего страшного. Все. Всем большое спасибо. Всем пока. Давайте. Так. YouTube, Twitch и Трова. Вам отдельные пока-пока. Давайте.